Это местное мототакси. Вот. А машин вообще очень мало. То есть, учитывая, что страна бедная, позволить себе машину, ну, прям вот, ну, совсем не каждый может. То есть, вот 2-3 богатых города, столица, вот Аруша туристическая, там вообще есть машины. Вот. Вообще на мотоцикле передвигаться по Танзании классно, очень удобно, потому что все дороги и вся инфраструктура, вообще все заточено под мотоцикл. Вот. И сами они все ездят исключительно на мотоциклах, то есть, машин там вот прям вот как-то вот штучно. Вот 1-2, вот, все ездят на мотоциклах. Вот, поэтому на мотоциклах ездить удобно, комфортно. Вот. Мотоциклов там много, но все они, ну, точно так же, как с машинами, обслуживаются они очень плохо. Вот. То есть это очень частая картина, когда едешь, там у этого дым повалил, у этого что-то отвалилось, там еще что-то, мотоциклы вообще не следят. Но это на самом деле, да, не очень хорошо. Вот, поэтому мотосафари я сначала решила заказать заранее, тоже в фирме, вот, чтобы у них были там японские мотоциклы, чтобы они хорошо обслуживались. Вот. Очень много видов риса. Прям 1, 2, 3, 4 очень любят рис. Очень много видов риса. Вот. А вот это очень интересное, это плоды баобаба. То есть, оказывается, у баобаба съедобные плоды. Не сказать, чтобы они прям очень вкусные, то есть какие-то такие не сочные, а такие жестко крахмалистые, кисленькие такие, но все равно съедобные, они любят их, ну, не в чистом виде, а куда-то там добавляют в еду. Вот, это плоды баобаба. Вот. Это такое местное ателье. Вот. Очень популярная у них услуга. Вот. Приходишь, там куча тканей, вот, шьют под тебя, то есть полностью снимают мерки. Что они шьют, они же ходят просто вот обмотавшись. Это масаи. А у женщин, ну вот юбка, в которой я сейчас, вот это я как раз вот и сшила. Угу. Вот, то есть они, в принципе, вот в таком, ну, нормальном таком, можно сказать, такого европейского плана ходят. Ну, тоже процесс торговли был тоже очень интересный, то есть мы там долго-долго торговались на одну цену, договорились, потом уже, когда все определились, такая раз, цена в 1,5 раза больше. Я такая, а что это? Ну и начинается там, ну, эта ткань другая, она более качественная, она более дорогая, ну, давайте не дешевую такая ткань. Вот, в общем, они, наверное, там минуты 3 быстренько сняли мерки, а потом еще минут, наверное, 15 мы стояли с ними и торговались. Это прям обычная такая. Потом у них очень распространено, ну, то есть это та вещь, к которой, в принципе, ну, привыкаешь, наверное, надо привыкнуть, но все равно я старалась с этим бороться. Вот. Вот спрашиваешь у них, вот то же самое сафари. Вот, ну, как вот у нас, вот, там есть определенная цена, да, там сафари не дешевый, там $1000, например, стоит, вот, и там, ну, говоришь, что включено, что не включено, там, они тебе подробно присылают, то есть ты видишь полную картину. Вот. И тут в конце, когда сафари заканчивается, они такие, а чаевые? Мы такие, какие чаевые? Они такие, слушайте, у нас тут обязательно чаевые. Но мы на самом деле про это слышали, и мы решили, ну как бы, чтобы было нормально, мы решили прям сумму определить, чтобы у всех одинаково было, все вместе это собрали. Вот, нет, они как бы всегда пытаются, то есть вот есть одна цена, они все равно в конце пытаются вот абсолютно каким-то вот таким вот этим мошенническим способом все равно заработать еще денег. Вот. И мы им даем, чаевые, мы им даем чаевые, они так смотрят, типа, что это вообще так, что это такое? Мы такие, ну чаевые. Мы такие, у нас чаевые $10 в день, $10 мне, $10 водителю, $10 повару с каждого человека за день, типа, выйти да положите. И мы такие, и тоже, знаете, и тоже так серьезно, такие улыбаются, а сразу такие насупились, не улыбаются, и тоже с таким видом, типа, гонить деньги. Вот. Ну, тут опять пришлось мне разруливать, потому что все европейцы уже приготовились доставать, там, отчитывать, все, 5 дней, да, этому 10, этому 10, этому 10, еще с каждого 5 человек, то есть это такая, получается, нехилая зарплата на всех, то есть, я так понимаю, они зарплату вообще, похоже, в себестоимость не учитывают, вот, а вся зарплата, вот, все, что они стрясли, вот, это вся зарплата, вот, ну, такая, думаю, непорядок, вот, было очень долгое общение с владельцем фирмы, вот, который такой, да, а что, я вам не говорил? Ну разве да, у нас чаевые $10 в день, все. Я такая, слушайте, залезьте в Википедию, посмотрите, что такое чаевые. Там чаевые, они опциональные.
То есть, если вы устанавливаете эту сумму, это цена, вот, а цену вы сказали другую, значит, вы мошенник, вот. А если чаевые, то я могу вообще их не давать. В общем, спорили с ним, спорили. Говорю, ну ладно. Говорю, ну ладно, товарищи, говорю, ну держи. А у них же этих, так сказать, агентств много, конкуренция большая. Я такая, товарищи, говорю, окей. Но я говорю, такие, говорю, отзывы напишу о вас на TripAdvisor, на форуме, везде, говорю, такие отзывы напишу. Ни одного клиента у вас больше не будет, вот. И такие сразу, о, да, все, я с вами согласен. Да, чаевые опционали, да. Even thanks will be enough for us. То есть даже одного спасибо будет достаточно. Типа, это все хорошо. Ну, похоже, фигня была в Индии тоже так же. На каждый чих хотят чаевые и потом требуют. Они прям очень требуют. Вот. Притом вот все так поступают. Вот. Ну, притом в основном, часто дают. То есть даже русские особо так не хотят как-то в какие-то конфликтные вот эти ситуации. Тем более, что стрясают, они прям реально стрясают в себе эти деньги. Ну, не все, может, как-то хотят такие ситуации. Наталья, расскажите подробнее предыдущие, там про еду, про ихнюю. Вот, еда, копченая рыба. А вот до этого там были всякие специи какие-то? Нет, это рис был. Рис. Вообще специй много, да. Они вот, у них вот Занзибар, у них называется еще второе название Spice Island, то есть остров специй. Вот. То есть, несмотря на то, что они бедные, еда у них достаточно простая, примитивная, готовят они прям классно. Прям вот это уметь нужно. То есть продукты простые, но они вот все вот эти специи положат, травки положат, и вот что-то вот везде каких-то овощей нарежут, положат. Вот. А еда у них, на удивление, очень вкусная. А какие овощи у них распространены? Какие-то местные. Там вот в кадрах на рынке было. Вот, есть какие-то штука средняя между помидором и кабачком. То есть это такая тоже семянчатая штука, но такая зеленая, такая на плодоножке. Но это тоже овощи, вот, они в рагу добавляются. Вот. Помидоры очень популярны. Лук, помидоры, такие обычные, морковку тоже любят. Вот, огурцы только у них невкусные. Огурцы, они большие, очень твердые, какие-то не очень вкусные. Вот, так овощей много вкусных. Вот, это такая точка по торговле обувью. Вот. Притом у них один из самых распространенных, то есть они не любят покупать новую обувь, потому что новая обувь, там дорого, все, но новую обувь покупают европейцы. Вот, у них очень популярные, на видео не скидывала, в общем, такие секонд-хенды. Вот, то есть огромный развал обуви, вот, но при том, что никто особо, по парам же никто не будет там запариваться, и вот это вот все пары. То есть они взяли, они вот это вот все вывалили, вот. И там на это набегает куча народу, и называется «Найди пару сам». Вот. То есть нашел пару, повезло. Вот. Очень дешевая такая секонд-хендная обувь. Вот. Это мы на пикнике. А что там в руке у человека? Авокадо. Одно авокадо у меня... манго с авокадо. Вот, манго с авокадо. Вот, там еще бананы лежат. А бананы, кстати, вот отличаются или нет? Отличаются, да. Бананы отличаются, банан вкуснее. Я, который пробовал, мне кажется, они такие же, как в Москве. Нет, африканские прям отличаются, они вкуснее, вот, прям вообще другой вкус. То есть наши, они какие-то, мне кажется, это даже не свойство сортов бананов, а известно, что все фрукты портятся очень быстро. Вот. И вот все, что к нам доезжает, то есть все вот эти манго, все понимают, что оно невкусное из-за того, что его сорвали зеленым, вот, и оно доехало, оно, конечно, пожелтело, но оно, извините, оно не созрело. Вот, я думаю, с бананами то же самое. То есть те бананы, которые у них, они вот прям вот на следующий день, от них уже ничего не стоит. Все, они портятся, они прям вот спелейшие, вот, но хранятся они вот прям совсем мало, и вообще все фрукты, вот 1-2 дня, может, максимум полежит, все, сразу все портится, вот, но они зато спелые, они прям совсем другие. Ананасы совсем другие, манго совсем другие, то есть все то же самое, что в Москве, но по вкусу, по качеству такого в Москве нету и вообще даже не найдете, потому что все привозят только зеленые. Вот, с бананами, я думаю, то же самое. Вот. На обратном пути вот это вот с ковидом ситуация, которую я рассказывала, вот. Но Карина, наш не очень опытный путешественник, она такая наивная, в последний день звонит в свой госпиталь, что там, мой ковид-тест, а я на следующий день улетать уже на свой майот. Вот она такая звонит, что там, мой тест на ковид. Какой тест на ковид? Вообще даже, вы там когда-то что-то какой-то тест на ковид сдавали. Давайте, я вам сейчас через полчаса перезвоню. Она говорит, как, у меня самолет, мне надо. Так, аж могут не выпустить или что? Да не могут, они выпустят. И многие остаются так. Все. В смысле, если не прошел тест на ковид или что? Нет, если тебе его не сделали, ты просто не улетаешь. Ждешь тест на ковид, покупаешь новый билет, и тогда уже с тестом летишь. А если у тебя есть билет, но нет теста на ковид, тебя не пускают.
так очень многие свой самолет уже. И Игорь тоже, вот этот мой друг, он тоже говорит, вот, по-моему, когда-то вот летал, то ли туда, то ли обратно, ну, короче, вот с этими турками. У него была такая ситуация, тест сделать не успели, ну, все, покупаешь новый билет. За 2 недели не делали? Или сколько там прошло? Ну, я не... Там же еще как? Там же нужен 72-часовой, то есть если сильно заранее, то тоже нельзя, потому что им нужен 72-часовой тест. Вот. То есть тебе нужно как-то так подгадать, чтобы он был готов, но при этом не стек его срок годности. Вот. Так за сколько ей не успели сделать? Сколько времени они делали и такие Около не успели? недели. Неделя. Да, она около недели. Вот. Не, в итоге ей все-таки как-то там уже перед, в общем, уже в столице, в Дар-эс-Саламе, она поехала в какой-то госпиталь, в общем, ну, в последний момент она все-таки улетела, вот, но вот, условно говоря, должен был готов быть тест вот здесь в Аруше, вот. Вот, а это просто смешно засняла, это скамейка в госпитале, вот, и там написано donated by, то есть это скамейка, donated, а еще и in the memory, еще и вообще в память о ком-то, там такая прям мировая скамейка, дорогая, наверное, очень такая donated скамейка, не просто скамейка, donated. Вот. Ну, в общем, Карина, конечно, очень переживала, мы поддержали, мы с ней съездили в госпиталь, все, там поддерживали его, ну, потому что такая ситуация, там может не улететь. Вот, но в итоге у нее тоже была пересадка в столице в Дар-эс-Саламе, вот, и уже вот прям перед прилетом, по-моему, за 3 часа до вылета самолета, вот, то есть она уже все, она уже с рюкзаками сидит, улетит, не улетит, ей там что-то там на почту, там все-таки прислали этот тест, но это прям вот вообще в последний момент было. Вот, а мне в этот вечер ждало начало мотопутешествия, вот, но на самом деле не совсем оно меня ждало, вот, это еще одно замечательное африканское разводилово, вот. То есть я тоже же заранее списывалась, там обсуждала маршрут. Цена просто ну, вообще прям не маленькая, вот. Но это за счет того, что это вот не убитый какой-нибудь там старый мотоцикл, это ну более-менее хорошее состояние, там японские, вот, экипировку они мне подбирают. И я уже такая довольна, уже вижу себя на мотоцикле среди этих животных, экипировку примеряю. И тут подходит какая-то странная тетя африканская и говорит: ну нам осталось перед оплатой закрыть еще момент страховки. Я такая, уже подозреваю неладное, такая, страховка. Я говорю, а мне никто про страховку ничего вообще как не говорил? Не говорю, да мне должны были сказать. Вот, в общем, варианты страховки. Вот. А ты платишь $150 ни за что. То есть они тебе не возвращаются вообще. Даже если ты ни разу его не уронишь и пылинки с него сдавать будешь. Страховка вот. Это мотоцикл страховка? Да, это страховка мотоцикла. Я такая, слушайте, товарищи, страховка это такое нечто, ну как, есть страховой депозит, да, то есть вот тебе его должны вернуть, вот, если ты ничего не сломал. Ну, у нас вот такие варианты. То есть они еще и там плюс $150 там, за страховку. Эх, вы же думаете, красавцы. Вот, ну, я думаю, не, говорю, слушайте, товарищи, и так там как бы все дорого, все, мы заранее списывали. Они такие, окей, не проблема, давайте оставляйте тогда $1000 депозит, вот. И все, что вы, так сказать, вычтется за сломанное, мы вам вернем. Я так, ну, $1000 такая вроде нормальная такая сумма, вот, то есть я даже тоже не готова была ее оставлять, вот, но они укрепили меня в этой уверенности, когда мне подсунули, у них уже заготовлен прайс, вот, прайс на ремонт, вот, в общем, рычаг, например, рычаг тормоза, $160. Нормально так вот. Там ручка, там $180, подножечка, там 100 с чем-то там до. И они вот этот вот мне прайс, то есть я так, ну, понятно, что все-таки это, ну, то есть там предполагалось мотокросс, то есть не дороги асфальтного общего пользования, мотокросс. Ну, как бы я понимаю, что, ну, учитывая еще японские мото, они достаточно высокие, думаешь, ну, разок-два, короче, я думаю, что из этой $1000 там, ну, где-то половина там в лучшем случае бы осталось, вот. В общем, я решила, что нет, товарищи слишком так обнаглели. Вот. Поругалась, конечно, с хозяином. На него вот это вот, то, что я оставлю плохие отзывы, на него это не подействовало. Он сказал, да, мне пофиг. Вот. В общем, от этой компании я решила отказаться. И, естественно, вечером, ну, я говорю, это вот такие пересечения тоже. Вот. Вечером в моем отеле смотрю Гюнтер тоже. Вот. Уже на Гюнтере. На следующий день, так как у меня мотопоездки как бы откладывалось, ну, я быстренько списалась, нашла новое агентство, вот, но оно было в другом городе, в Моше. Это под Килиманджаро, это где-то 100 с чем-то километров. Вот. А это был в каком городе? Это Аруша.
Вот она, вот, ЖД-станция Аруша, вот. И тут Игорь Лысенко говорит, так я же тоже завтра тоже в Моше еду. У него был подъем на Килиманджаро, вот, а Мош как раз находится у подножия Килиманджаро. Вот, и у нас как бы очередное совпадение такое. А он специалист по железным дорогам, он очень любит железные дороги, он много по Африке путешествовал. Африканские железные дороги — это, конечно, нечто. Вот, то есть понятие расписания у них такое очень относительное. Вот, то есть мы пришли, а будет ли поезд на Моше завтра? Да, будет 2 часа. Вот. А билет купить можно? Не, билет купить нельзя. Вот, приходим, по-моему, пришли, мы за час заранее пришли в час. Вот, ни поезда, ничего не подали, ничего, даже поездом даже не пахнет. Мы такие, поезд будет, но попозже, но будет. Вот. А билет купить можно? Не, билет купить еще нельзя. Вот. В 2 часа было примерно то же самое. Ни поезда, и даже билет купить нельзя. Вот, в общем, такие африканские железные дороги. Вот. Но понятно, что интереснее ездить, чем на автобусе. Вот, в общем. Приехал поезд? Приехал, да. Все-таки приехал. Это классный африканский прикид. Это с рынка тоже фотография. А больше в Аруше не был, да, прокат мотоциклов, только вот одна. Они такие обнаглевшие, потому что они одни. Да, они там одни, да. Вот. Где-то вот ближе к 3. Притом Игорь такой говорит, если нет, то говорит, жди часов 6. Вот. Нет, он говорит, что это даже очень рано, то есть должен был отправиться в 2, а в 3 где-то его подали. Он говорит, что это очень быстро, просто вообще экспресс по африканским меркам, и нам очень повезло. Вот, подали все-таки поезд. Вот такой прикольный. А он с билетами был? Все равно билет. Мы такие, слушай, поезд уже стоит. Они такие, идите. Вот, в общем, у них этот, поезд типа нашей электрички, где обилечиваться можно заранее, можно в электричке. Короче, в итоге нас никто так и не обилетил, контролер никто не ходил. Мы при всем своем намерении и желании купить билет, нам купить его не удалось. Мы проехали бесплатно. Вот, это вот толпа народа в ожидании поезда. Вот. Это очень прикольно. Вот так выглядит расписание. Вот, на доске, очень удобно. Вот, то есть не надо ничего перепечатывать, раз там поезд 14:00, пришел, стер, написал 15:00, расписание поменялось. Вот, такие африканские расписания. Притом народу было тоже совсем немного. То есть я уже думала, что что-то, тоже ближе к индийскому варианту такое будет. Но тоже Игорь сказал, что это как-то очень повезло. Вот. И довольно чисто, я смотрю. Да. То есть я-то ожидала, думаю, будет экзотика, прям что-то не повернулось. Ладно, такой. Видно, что достаточно так цивильненько, чистенько. Воду даже нам холодненькую заготовили, со льдом и кожаные красные сиденья. Местный экспресс-люкс поезд. Нет, это 3 класс. Там у них есть, 1, 2, 3 класс. Вот. Это 3 класс. Белые люди 3 классом вообще, в принципе, не ездят только 1 классом. Вот. Это 3 класс. Вот. То есть это самый местный, самый народный, самый дешевый вариант. Вот. 1 класс это вроде нашего, то есть там лежачие места. Вот. То есть вроде плацкарта. В России электрички некоторые похуже сильно. Да, я тоже удивилась. Вот такие, как кожа. Они, конечно, подросли, такие кожаные, красные сиденья. В общем, прям круто было. И народу немного. Все в шоке. На нас, конечно, так немножко посмотреть. Вентилятор. Это станция такая, это загрузка на станцию происходит. Вот, это уже Моши. Вот, это у подножия Килиманджаро находится. Вот, там это еще меньше, чем Аруша город. Вот, с гостиницами там вообще очень плохо. Вот, зато мы нашли самую-самую... В общем, сначала мы пошли, так сказать, по местным гостиницам, чтобы, может, там подешевле, но там прям совсем такой трешачочек. Вот, в общем, это самая дорогая 3-звездочная гостиница. Угадайте, сколько стоит номер за ночь? Видимо, немного. 900 рублей, да. Вот. В общем, это очень приятно, да, что с кондеем, с обалденным душем, с горячей водой. Вот. Это прикольно. Это поход по местным магазинам. Вот. Если хотите пахнуть WhatsApp или Google, езжайте в Танзанию. Классный сувенир. Такое привезти было бы здорово. 6500 это, кстати, не очень дешево. Это 220 рублей. Так, по африканцам это очень дорого. То есть я думаю, это вот штука чисто для европейцев, ни один негр за 6500. 6500 это можно, не знаю, там поесть. Дезодорант или освежитель воздуха для туалета? Туалетная вода. Туалетная вода. Да, это туалетная вода, да. Я говорю, хотите пахнет WhatsApp? Это туалетная вода.
А не нюхала, нет? Она вкусно пахнет. Нюхала, ой, ужасно пахнет. Ну, такой дешевый, такой ядреный, такой, с этим, с ароматом этого бриза морского, такой, ядрененький такой запах. В общем. Google помягче, но Google дороже. Google пахнет лучше WhatsApp. Вот. Это вид из отеля. Вот. Там, в общем, там где-то должен быть Килиманджаро, но он был весь в облаках. Вот. В общем, на следующий день Игорь ждал подъем на Килиманджаро, меня мотосафари. Вот. Ну, в общем, я списывалась, у них там такой сайт, тоже такой нормальный, все. Там, ну, и гид такой, я, ну, как бы встречу тебя, там, все. Вот. Ну, он опоздал минут на 40. То есть, еще раз, ты заказывал мотосафари с гидом, вы вдвоем были? Да, там у них опций вообще не было. То есть, они как бы не хотят, чтобы ты просто там платил за аренду мотоцикла, они всегда хотят, чтобы ты платил за гида, за питание, за питание. А если вы, допустим, там втроем приехали, четвером, то есть, плюс один гид? Там то же самое. Или на каждого еще будет по одному гиду? Ну, это зависит от фирмы. Вот, например, когда Игорь лез на Килиманджаро, вот, у него был private tour, он был один, вот, и с ним было 5 гидов, на него одного. Там был один гид, один повар и 3 портера. То есть 3 человека несли его вещи, вот, один был, так сказать, гидом, показывал дорогу, один готовил. То есть с ним, с одним, ради него шло 5 человек туда. Наталья, гора высокая, за сколько он заходил дней? Ой, Килиманджаро, да, он же больше 6000, подъемчик, он такой говорит, был. Акклиматизация нужна. Ну да, притом он опытный, он любит ходить по горам, и тоже там 5-6 тысячники покорял, ну и то он говорит, было так, ничего. За сколько дней? Да, по-моему, 4. Вот я помню, что мы вернулись тоже одинаково, 4-5 дней, где-то 4-5 дней восхождения. Вот. Вот. И, в общем, это мой гид. Вот. Я думала, там сейчас, ну, чувак, там хотя бы там снаряги, там какой-то будет. Вот, я спускаюсь на ресепшн, смотрю, гида нет, тут какой-то растаман сидит. Я такая, хрена Наталья, гайд. Шлем-то у него хоть был? Не, конечно, шлем был, да, ну все. Вот, но вообще защиты у них нету в принципе. Она у них нигде не продается, она у них не распространена. Я в черепахе, там с наколенниками, в мотоперчатках, я, конечно, там фурор для всех предоставляла. Ты говоришь, было не жарко, да? То есть нормально было? Самая идеальная погода где-то 22-25 градусов, то есть не жарко, не холодно. Вот для мотоцикла прям вообще идеально. В январе. Да. Вот. И они, конечно, защиту мою, они все трогали, изучали, там это, то есть для них это вот у них нету вообще вот защиты, да. Вот все говорят, о, так это ж классно, это ж упадешь, типа не ошибешься, так ну прикинь, какие вещи-то, оказывается, изобретают. О, надо купить там. Вот, но для них, конечно, все это очень дорого, вот, то есть, ну, у них шлемак, все, шлемак, это защита максимум. Вообще такой гид у меня был. Вот, в общем, мы подогнали мне супер. Да, это супер техника. Ну, шлем обязательно. Да, ну как обязательный? Я думаю, что больше половины ездят без шлема. Ну, как бы они забивают на это. Вот. А как, на каком языке общаетесь там? На английском. Там все очень хорошо знают английский. Вот, да. То есть где-то в глухих деревнях, там только суахили, вот, а так в основном, вот, особенно где-то там, если что-то связано с туризмом, все английский все знают. Вот. В общем, это 150-кубовая молния. Это баджадж. Боксер. Проще такой был на месте купить или там нереально купить иностранцев? Наверное, можно было, у меня просто не было времени. Я-то рассчитывала на тех товарищей, у меня как бы там было все по срокам. В общем, на самом деле я-то думала, ну, потому что там цены были приличные, я хотела мотосафари на 2 дня. Вот. Учитывая, что день я потеряла, дорога, приехал сюда, у меня остался всего 1 день. Господи, ну 1 день, да, типа покататься на чем-то, думаю, ну ладно, ну баджадж так баджадж. То есть, а в другом городе уже нельзя было нормальный кросс? А у них больше нет городов. А купить не так просто, он же с регистрацией должен быть, с номером. Ну да, что-то там с регистрацией. Заморочка. Да? Вот, но все равно. Вот. Ну, первым делом, что мы поехали, что началось наше путешествие? С ремонта мотоцикла, естественно. То есть я такой, ну сейчас мы поедем, ну давай мы только тут в сервис заедем, там что-то мне там это... У меня тоже он постоянно глох, это, ну там это там ерунда, там, но все равно вот этот холостой ход нужно было настроить, там сцепление отрегулировать, что-то там прикрутить, вот, то есть, ну, зеркала у них тоже вещи очень опциональные на танзанийских мотоциклах, вот, то есть их может быть вообще не быть, может быть одно, вот, но если с мотоциклом следить
следят то 2 зеркала. Вот, в общем, началось у нас с ремонта мотоцикла. А в этой фирме страховки вообще не нужно было? Нет, это нет. Я заранее узнала, естественно, этот момент. То есть однодневный тур, это, во-первых, поездка вокруг Килиманджаро, вот, но тут нам не очень повезло, было, видно, туманно, облачно, то есть он скрылся, саванна, прикольно по саванне, по асфальту проехаться, но когда Килиманджаро не увидели. Вот. Но зато было очень кайфово в том, что вот то, что мне не хватило на сафари вот этой тактильности, то есть вот я же вот эти деревья, этого баобаб, но все равно хочется вот повзаимодействовать, обнять его, там как-то потрогать его, походить по все эти растения какие-то, вот. То есть там зато вот эта тактильность, и там, конечно, львы и слоны вокруг тебя не бегают на мотосафари, вот, но там хотя бы вот интересно, слушай, мотоцикл это не машина. А насколько можно ехать реально там в природу куда-то? То есть, понятно, в парк тебя не пустят, а так куда вообще? угодно. Вот кроме парка там мест просто и места. И животные, соответственно, там уже не ходят вообще. Тоже ходит. Смотри, какие. Может, там львы прямо так не шастают, но, наверное, вот зебры, вот эти все это копытное, в принципе, можно. Верблюды, наверное. Нет, верблюдов нет. Нету? Нет, верблюдов нет. Вот. И был еще горячий источник. Вот. Хотя, на самом деле, он оказался совсем не горячим источником. Вот. То есть, это просто такой оазис. Вот, очень классный. То есть, посреди этой саванны находится такой источник. Вода почему-то очень теплая, поэтому называют hot springs. Вот. Может, потому что нагревается. Вот. Вода очень прозрачная. Вот. То есть как раз вот купаться кайфово. То есть она настолько теплая, что как бы можно там сидеть в этой воде бесконечно долго, притом учитывая окружающую жару. И после там все-таки там это пыль, дороги, короче, окунуться, это прям вообще кайф, это классно. Вот, есть тарзанка. Вот. Я там тоже с тарзанки прыгнула. Вот, тарзанка есть, можно прыгать. В общем, место такое прикольное. Может, чутка немножечко, вот туда, вот, очень прозрачные. Вот. Но там их на самом деле несколько таких этих озерцов. Вот это вот как бы самое такое центральное, оно немножечко, такое, народу много. Вот. Есть какие-то части, которые там вообще никого нету. Вот, можно куда-то подальше заплыть. Вот, в общем, место вообще очень классное. У меня билет уже на Занзибар, вот, так как я после мотосафари планировала на Занзибаре недельку там греться, там купаться. Вот, тут я понимаю, что гид вообще классный, вот. И вообще на мотоцикле ездить по этим дорогам очень хорошо. Вот, и тут я ему гид предлагаю, говорю, слушай, если у тебя нет других туристов, давай, говорю, с тобой затусим. Вот, я говорю, я билет поменяю, вот, давай, говорю, еще 5 дней поездим, потому что хочется куда-то подальше поехать. Вот, и мы с ним, в принципе, договорились, вот, с нормальными условиями, все, но я говорю, но мотоцикл мне нужен другой. Вот, то есть он нашел мне мотокроссовый, китайца, правда, какого-то, вот, но... вот ты говоришь другой, чем этот не устраивал? Этот? Там все-таки дороги в основном, подвеска все-таки не та, вот, то есть вот по каким-то, по кочкам, по камням на нем ездить не очень. Слушай, плюс 150 кубов то знаешь, вот тошнить там по асфальту. Скорости не хватает, то есть там обгоняют или что? Какие-то грузовики, которые надо обгонять? Они-то примерно все ездят на таких, вот, то есть не то, что обгоняют, скорее, я все-таки привыкла, то есть вот мне вот ехать там вот что-то там вот 60-80 вот так вот по асфальту вот тошнить, что-то как-то грустно, вот, я говорю, давай, короче, в общем, мотики нормальные, в общем, меняю билет, вот. Притом тот же самый Precision Air, замечательный, вот, они мне поменяли билет, но обычно какой-то там доплаты, и я уже была готова, что вообще новый билет придется покупать. Они поменяли дату билета бесплатно, вот, абсолютно. Я решила, что это знак, вот. И, в общем, решаю еще 5 дней. А может, там ты с выходного поменяла на будни? Может, с выходного дня поменяла на будни? Ой, не знаю. Вообще, в основном, все-таки туристы ездят, летают этим рейсом. Местных вообще мало. Для них самолет это тоже что-то нечто дорогое. Там мало кто вообще на самолете там среди них летал. Поэтому я думаю, для туристов выходной, будни, не знаю почему вообще, за то же самое. А это что, сахарный тростник или что? что? Да, это сахарный тростник. Вот. Чем мне очень понравилось, почему мне прямо вот очень захотелось, у них вот действительно очень красивые пейзажи. То есть вот эти вот саванные пейзажи, вот на фото вот не очень передается, но они как
как аллея такая длинная. Вот, то есть у них вот идет, например, вот этот сахарный тростник. Вот. Это огромная плантация, она километров на 5-7, наверное, бесконечно. И вот ты едешь, и вот этот вот эффект, и ты едешь, и вот справа и слева от тебя вот этот вот бесконечный, вот этот вот сахарный тростник. Красиво, вообще обалденно. Либо там баобабовая роща. Ну, тоже не очень большая, но тоже едешь, и вот справа, слева от тебя вот непрерывно эти баобабы. Потом какие-то цветущие вот эти растения, потом вот эти какие-то их кактусы вот эти гигантские. Вот. И кататься там на моте вообще классно. Вот. То есть вот пейзаж, картинка вот этой саванны, это прям вообще класс, это вообще кайф. Вот. Поэтому, в общем, я решила, поменяла билет. Вот, и мы с ним, в общем, затусили там еще на 5 дней. Вот. Вот на следующий день, кстати, Килиманджаро показался все-таки. Вот, тоже вид из отеля. Это вот этот развал обуви. Вот. Это мы собираемся уже, так сказать, на 5-дневную поездку. Вот, а это мой мотокроссовый красавец. То есть все-таки они там были, их можно было найти? Да, в принципе, да, они там были, их там найти можно. Вот, тоже, мне показалось дороговато по денежке, ну ладно, нормально. Вот. Ну, я там многому научилась. Первое, чему я научилась, это заводить с кикстартером мотоцикл, потому что, у них там, глохнет, дохнет, то есть вообще вот все, что касается там какой-то электрики, вот, у них, работающего, по-моему, вообще в принципе нет. Вот. Мотокросс у моего красавца мне без одного зеркала, он видно там слева зеркала нет, вот, то есть мне его в таком виде предоставили. А гид все равно на том же мотоцикле. Гид на своем старом мотоцикле. Где-то, да, он-то все равно на своем, Вот, но он на самом деле нормально достойно, то есть по всем дорогам все, то, что я ездил, он проехал. Вот. В общем, я научилась кика заводить мотоцикл, вот. Я его тоже, казалось, есть чему научить. То есть сначала мы поехали, первый день нашего маршрута, мы поехали в деревню Чава. Вот, это, там его родная деревня находится, он там места хорошо знает, он очень хорошо как раз кроссовые хорошие маршруты знает. То есть вот можно из точки А в точку Б там по асфальту проехать быстро, все, но неинтересно. Вот, а он знает очень классные дорожки. Вот, и тут, в общем, но это находится в горах, то есть видно уже такие горные дороги. Вот, и тут мне нравится по горным дорогам ездить, то есть все-таки понаклонять мотоцикл, так приятно, вот, и тут вот начинаются горные дороги, вот, и реально даже опасная ситуация, я чуть не въехала в него, вот, то есть я же, наоборот, держишь скорость, вот, наклоняешь, а он не умеет ездить по горным дорогам абсолютно. То есть он не умеет наклонять мотоцикл, вот, он ездит по горным дорогам так. То есть он перед поворотом притормаживает километров до 20, потом так медленно прямо вкатывает в этот поворот и едет дальше. Когда на лысой резине, на дорожной, то это разумно. Не настолько. Там все равно там не такая скорость и не такие это, то есть все равно, до 40, нормально. Чуть-чуть ты его чуть-чуть наклони, и это. Понятно, что у меня вот резина была там шашечки, то есть, понимаешь, шашечки тоже не так хорошо там держат, чем какая-то там асфальтная, все равно, хоть чуть-чуть. Он прям вообще, то есть он только прям умеет ездить, вот. Если сильный поворот, то он реально почти останавливался, вот. А я-то привыкла как-то с более-менее, то есть добавляешь скорость, но все равно более-менее. Я так конечно, прям даже пару раз, прям чуть-чуть, то есть я опасно же, когда ты уже опасно же скорость сбавлять, то там же наоборот, там тяг была, вот. И я еду, я в поворот вхожу, он такой передо мной тут, вот. В общем, я учу, я говорю, не пойдет. Вот. Притом странно, что он родился в этой местности, то есть ездит постоянно по этим дорогам. По дороге, что там, глина, сухая, мокрая, что там? Асфальт. Просто по асфальту? Дороги у них вообще классные. Дороги вообще... То есть он так и приостанавливается на асфальте? Да. Я представил себе там какое-то месиво из грязи. Не, он просто не умеет его наклонять. Это, в принципе, как-то боится поворот входить на наклоне. Вот, то есть поворот, он просто притормаживает, медленно вкатывает. Вот так я говорю, непорядок, говорю, надо, буду тебя, учила его научила немножечко так, все равно чувствуется не очень. Экспресс-метод Натальи Кислицы. Вот, местная деревня уже такой, то есть это уже не туристические места, это не город, вот, это такая деревенька, вот, на всю деревеньку один отель, вот, Мурума, вот, так он замечательно выглядит. А это местный бар, вот.
Есть пиво завозное какое-то вот, ну там произведенное там где-то в Кении, по-моему, вот. Ну оно, соответственно, дорогое, никто его там не пьет. А можно мне тоже чуть-чуть? Все пьют местную бодягу. По-моему, я пыталась узнать, из чего она сделана. Что-то они мне все-таки я так склоняюсь к тому, что это какая-то то ли кукуруза. Ну, короче, в общем, из чего-то такого местного. Вот. Легкоалкогольный, легче, чем даже обычное пиво. Вот. Очень вкусное и неимоверно газированное. Просто вот вообще неимоверно. Ее вот эту вот бутылку открываешь, наверное, где-то красиво. Открываешь где-то, наверное, несколько минут. Вот. Но очень вкусное, очень такое качественное. Короче, вот такое. Из чего оно? По-моему, из кукурузы. Он что-то пытался. Он тоже английский не очень хорошо знает. Я сначала подумала, что банановое, потому что не банановое вино популярно. Они такие, говорят, не банана. Вот. Ну что-то такое, по-моему, кукурузное. Вот. Но вкусное, прикольное. Вот это владельца бара, который все это варит. Вот тоже стоит все, это вообще все копеечное. Такая бутылочка 0,5 стоит, по-моему, 30 рублей. Похмелье утро? Нету. Похмелье, на самом деле, говорят, что все-таки не столько от алкоголя, в основном от диоксид серы, которые туда бухают во все алкогольные напитки, в пиво и вино наше. Вот. Это в Грузии мне рассказали. Вот, что это ерунда, что похмелье от алкоголя. От качественного алкоголя, даже в больших дозах, не будет ни у кого похмелья. Если ты не отфильтровал, даже если не добавлял никакой гадости, просто если ты не фильтруешь нормальный спирт, то опять-таки там что-то появляется. Качественный, я говорю, именно качественный. То есть, если натуральный, качественный алкоголь, не будет с ним похмелья, даже если нормально так вот много выпить. Вот. То есть, в основном похмелье от вот химии, которые бодяжат. Вот. Не, это прям классная штука. Тоже очень понравилось мне в танзанийцах очень такая вещь. У них есть врожденное чувство стиля. То есть понятно, что у них денег очень мало, и как бы, ну, одежда у них вообще там какая-то вот эта вся там, типа как из нашего секонд-хенда, но они классно все равно одеваются, то есть у них вот лук, он прям вот законченный. То есть это все прям какое-то дешевое, но вот даже мужчина, вот смотришь, у него цвет шнурков будет подходить под цвет там рюкзачка, вот. Они прям очень классно, стильно одеваются, вот. Это прям прикольно. Вот, да, та-дам! Ну и, естественно, с чего начинается утро мотопоездки? С мотосервиса. Вот, все там у меня произошло. Ну, кроме зеркала, без которого все-таки, как бы, ну, мы все-таки по трассе все равно ездили, без зеркала, особенно без левого как-то. Там, кстати, левостороннее движение, вот, но привыкаешь к нему достаточно быстро. Наверное, минут 30-40, и уже как-то уже все. А движение вообще активное? Я покажу там видосы, в городах очень. Просто прям нереально активная. Ну и плюс еще, что не такого понятия, как обочины нету. Вот, то есть вот есть ширина, полоса дороги, вот, и вот вроде как бы она вся асфальтная, вроде мотоциклетная, автомобильная, но полдороги занято придорожной торговлей, людьми, которые вот шныряют все мимо этого, какие-то там дяди с этими тележками какие-то фрукты тащат, то есть, ну, такое у них. Сразу пару вопросов можно? Да. Приоритет у мотоциклов, у автомобилей? Машин, я говорю, машин их мало, но машины, мотоциклы... То есть это у нас мотоциклистов уважают, потому что их мало. Вот. А там наоборот, там машин мало, поэтому пропускают машины. Да. Окей, с мотоциклом что было помимо зеркала? Помимо зеркала у меня там колесо спустилось. Вот. То есть мы вот когда вот из его этой деревни ехали, еще и вечером было, и там тоже дожди и грязь развезло, и вот такая дорога, и я тоже чувствую, и, ну, как бы совсем несет, зад вихляет, и вот колесо спустило, вот, и что-то там еще. Колесо без камер было? Камерное. Колесо камерное, да, но... Ну, я говорю, они вообще их не обслуживают. В общем, когда мы эту камеру достали, на фото нету, она вот там заплаток больше, чем вот этой камеры. Вот. Вот. Я так и говорю, слушайте, не, ребят, говорю, вот это вот сейчас вот искать, где там чего и чинить, вот, давайте типа новую купим, вот, ну, новую это, в город, ну, то есть это все, это, да, вот, не, там что-то они как там нашел, ну, понятно, там, там намылил, посмотрел, вот, еще одну заплатку поставил, но тьфу-тьфу-тьфу, с колесом проблем больше не было. Кто за сервис платил? Не, за сервис я, конечно, за сервис я платила, но... Как сервис, вот это не, у них нет такого понятия официального сервиса. Так как все ездят на мотоцикле,
и все, соответственно, их сами чинят, и при том с детства. Вот. Там просто вот под каждым деревом сидит просто чувак с руками и чинит. То есть это вот чаще всего даже вот не даже там для инструментов, для чего, то есть это просто чаще всего просто под деревом. Вот. То есть сервисы у них вот что, они на каждом шагу. А как они вот к такому мотоциклу относились? То есть понятно, что вот такие вот, как гид Их ездят, немного, они да. ремонтируют нормально, а вот в этом он нормально разобрался, Ну, там конечно, всё. он разобрался. Ну, естественно, ему же по Парковому прокатиться. Вот он такой, ну, сейчас проверить надо. Такой, раз уехал, я такая жду, минут нету, 2 нету. Ага, думаю, сейчас там куда-нибудь там поехал. Вот, ну, конечно, прикольно прокатиться было на нем. Вот. Но ремонт, конечно, копеечный, ну, тоже дешевый, копеечный, все сделали. В общем, да. А, еще у меня этот обод был погнут. Вот, то есть, кроме этого, еще обод погнут. Вот, зеркало новое поставили. Вот. И, в общем, поехали мы к озеру Чава, на котором, как мне обещали, должны быть гиппопотамы, любимые мои, но тоже уже вот как бы не с дистанции, а тебя прям возят по лодке и как бы, ну, не заплывая на их территорию, потому что опасно, можно увидеть гиппопотамов в диких условиях. Вот. Ну вот, в общем, но это такой, это еще продвинутый сервис, потому что там... Мгм. Очень знакомая азиатская картина. Да, С да, этими да, байками. куча мотоциклов, да. Вот. Так, а это что такое? Сейчас посмотрим. А ментов Ой. не было всяких, Ой, щас которые что-нибудь расскажу. проверяли? Это самый вредный. В Танзании вид людей, вот, хуже хелперов. Вот. Просто пока, ну, обычно туристы-то как бы с ними не встречаются. Ой, гаишники, ну это я потом расскажу. Вот, ну, короче. Ну, а права же нужны, да? Ну, по идее, нужны местные права. Ну как, я говорю, у них там раздолбайство такое. Вообще, как считается по правилам, ты как турист достаточно международных прав или Да. нужно местные получать? Нет, должен получать местные, но обычно прокатывают международные права. А, ну вот тут дорожка, да, прикольная. То есть туда, к этому озеру, можно доехать на асфальте, ну, как бы в основном все вот, но вот он, что хорошо, он знает всякие такие более интересные, прикольные дорожечки. Вот такого плана. То есть они там и горные. Ну, такие, ну, тут на самом деле дорога хорошая. Ну, достаточно высоко, то есть тут облака уже. Вот. То есть высота такая, ничего, такая приличная. Вот. Ну, красиво, по горным дорогам таким кататься. Но здесь, конечно, на кроссом лучше было, чем вот здесь бы на этом баджадже как-то уже не так комфортно было. Ну, такая дорожка. Это мы приехали в деревню, из которой, ну, естественно, в нашем озере водятся гиппопотамы, значит, просто на въезд, на вход в нашу деревню вы должны заплатить тоже 20 тысяч, ну, или сколько, или 20, или 40, ну, короче, тоже рублей 500 где-то. Ну, там можно объехать. А можно объехать этот пост. Не, ну можно просто объехать и не платить, но если ты хочешь посмотреть гиппопотамов, тебя спросят, так, вы здесь приехали, покажи, ну, вы должны заплатить за вход в деревню, вот, ну, в общем, ленивые африканцы, они, в общем, готовы рубить деньги на все, вот, и, в общем, за эти деньги тебя сажают в такую лодочку, вот. Спойлер, гиппопотамы все уплыли в Кению. Вот. Короче, это озеро, оказывается, находится на границе. Ну, то есть вообще вся вот территория, что мы ездили, это, в принципе, пограничная граница с Кенией. Там самые такие интересные природные места. Вот. И мы, в общем, плаваем, таких гиппопотамов нету. Я такая... Ну, да, ну, я так думала, да, что раз нет гиппопотамов, нет денег.
Вот. Ну, вообще они такие, то есть полуозеро Танзанийское, а вот там, где гора, это уже территория какого-то там тоже дорогущего, популярного кенийского национального парка. Вот, они такие, ну, все гиппопотамы уплыли в Кению. Я такая, ну ничего. Они такие, ну, ничего не можем сделать. Вот. А я, естественно, предлагала немножко похулиганить и нелегально пересечь границу. Говорю, ну, давайте, может. Вот, но они показали, там стоит, ее просто не видно тут на видео, там стоит все-таки такая будочка. Вот, погранцы, они смотрят, ну, что-то отлавливают на самом деле, потому что много таких, как бы, там, желающих. Вот, поэтому в этот раз гиппопотамов не увидели. Вот, но просто покатались, в общем, на лодочке по озеру. И рыбака местного встретили. Водопад такой, заезжали на водопад на обратном пути. Ну, что такое, кстати, местечко тоже. Водиться. Меня хотели, короче, искупать, чтобы я там искупалась. Я что-то сказала, нет, товарищи. Ну, вода какая-то не очень Мутная прозрачная. она какая-то, да. То есть если там еще камни, Азиатская. камни, мутно, что-то как-то мне это не очень захотелось купаться, я не стала. Вот, на обратном пути тоже другой дорогой ехали, тоже горная, классная. Ну, там уже даже получше, там просто такие повороты такие, резкие такие прикольные есть. Вот, но сама дорога получше горная. Вот. Дороги там, конечно, супер. Наталья, а вот у тебя нету ящичка никакого, вот где вещи твои? Там переодеваться? Да, чтобы... я же с собой брала, там Занзибар, там пляжи, куча платьицев, там, всего. Не, я решила, что как бы кофра нету, таскать с собой все что-то отвязывать, привязывать. В общем, я просто лимитировала очень сильно набор вещей. Вот. То есть у меня весь мой большой вот этот рюкзачище, он остался, я в отеле просто вписала вот, на хранение, а я сама ездила вот с этим, с городским. Ну, в отеле остался. Да, то есть в основном все вещи, да. Ну, когда на мотоцикле, во-первых, одежды много не надо, но все равно в экипе постоянно. Вот. То есть и там экип, и какая-то там футболочка, там шорты, ну вот. Ну, флиска там, само собой, флиска, ну, и всякие там какие-то зубная щетка, туда-сюда. Ну, то есть я прям совсем все лимитировала и с маленьким рюкзачком. А дождей не было? Ой, нам прям очень повезло. По прогнозу, дождь с грозой прям все 5 дней был. У меня даже сомнения были, ехать, не ехать. Вот. Может, дождевиков... тоже интересно, у них, кроме того, что экипировки нету, у них дождевиков нет. Вот, в принципе, нет дождевиков. Не носят они их, не используют, не понимают, как класс. Вот. И для них дождь, дождь и дождь помог. В смысле, не мото дождевиков, а вообще Вообще, дождевиков? вообще. Да, у него мото-дождевик. Не, мото-дождевик там, я думаю, в принципе, у них, да, такого. Нет, то есть обычно вот эти вот, я думала купить, хоть этот плащик, хоть чуть-чуть. Даже вот этих вот плащиков дешевых китайских, в принципе, они не признают дождевиков. Вот, поэтому нам повезло. То есть тучи, они вот ходили, прям вот вокруг ходили, и темнело, и мы уже думали, все. Нет, нас вот не мочило вообще ни разу, в этом плане очень повезло. Вот, это вот какая-то местная рыба из этого озера. Вот. Вот, а это мне очень нравится, кстати, в этих растаманах, это часто так бывает. То есть мы с ним обсуждали маршрут, 5 дней, вроде времени много, можно куда-то доехать, в какое-нибудь интересное место. Он такой, предложил туда, там какие-то... Слушай, давай там мы манемся к национальным паркам, там, может, животными какими-то. Мы на границу, в смысле, не лежат туда, ближе к нацпарку. Он говорит, нет, это что, это 350 километров ехать, далеко не доедем, такие. Ну, ладно. Вот, и тут что-то с утра сидим, кофе пьем, а мне кто-то в Фейсбуке про Африку, там, общаешься же там все там, любители Африки, вот, посоветовали такое место, действительно красиво, и Семила называются, там какие-то древние раскопки, там какое-то ущелье, не Петра, конечно, вот, такое что-то такое рельефное, красивое, в общем, место такое достойное, интересное, вот, 700 километров до него. Вот, я так показываю своему гиду, смотри, вот и Семила есть. Он такой, о, круто, я хочу туда, сколько? Я такая, не, 700 километров, поехали! Я так, да ладно, дорогая, ничего, да едь!
Вот, в общем-то, и так спокойно такой, точно, доедем, все, ништяк будет, время много. Вот, и мы такие, короче, собрались и решили рвануть в эту семью. Вот, дорога, на самом деле, классная, шикарная, и вообще ни одной машины, вот, как в Белоруссии, вот, примерно, вот и качество, и загруженность, вот, вообще никого нету, кругом там горы вокруг, Ну, саванны. это в одну сторону 700. М? Как, в одну сторону 700? Нет, это туда-обратно. Вот, ладно. Тут туда-обратно мы посчитали маршрут 700. Ну, притом это по Гуглу, грубо, по прямой. То есть, на самом деле, Ага. там 700 даже чем-то там было. Вот. Но, естественно, что ж сломалось на этот раз? У меня отказали тормоза. Вот. Хорошо, что это была там прямая, ровная дорога, трафика нет, ничего нету, просто как бы, надо притормозить где-то там, то ли ямка, вот, то есть переднего тормоза, я так, тормоза нету. Вот, заехали в сервис, вот, открываем этот бачок с жидкостью, там вообще сухо, вот. То есть они тормозуху в принципе туда не заливали, вот. В общем, залили, прокачали. Вот. То есть при приеме мотоцикла лучше сразу все проверить, Всё. наличие жидкости Да, и прочей работы. Лучше вообще механизма. просто сразу в сервис и как бы сразу все основное такое, что все сделать, там, не знаю, колодки там проверить, тормоза, колодки, жидкости, вот это все вообще не следят. Вот, в общем, прокачали. Вот. Потом обнаружилась еще одна проблема. Глохнуть стал, вот, и не заводится. Вот. То есть я там что-то там остановилась, вот, и скика тоже не заводится. Короче, вообще перестала заводиться. Вот. И, в общем, я стою, жду в этом живописном месте. Мой гид поехал в тот сервис, где мы чинили тормоза, вот, привез его туда. Вот, типа, что с тормозами? Вот. Место, кстати, правда, покажу, живописное, классно. Ой, ничего себе, говорит, мотоцикл не заводится, вот. Там, в общем, контакт плохой был. То есть он просто показал место там где-то, там, где нужно пошевелить, там плохой контакт, там шевелишь, вроде нормально, вроде заводится. Я такая, ладно, окей. Вот. Все очень просто. Такой, что за проблема? Пошевелил, все, поехал. Вот. Вот, они там смотрят. А бензин дорогой там? Да, бензин дорогой. Ой, в Танзании. Да, на рубли где-то, что-то я считала, не помню, пересчитывала, на рублей 80, наверное. Бензин, да, бензин дорогой. Вот. Это мы по пути заехали, очень классное место. А в этот мотоцикл надо с маслом его мешать или нет? Смешивать с маслом надо? Ой, не помню. Не помню. Вот. Нет, 4-тактный. Это по пути заехали, там горное место, там обзорная площадка, очень классная, прикольно, с водопадом. Вот. Но по горным дорогам там ездить немножечко так некомфортно, потому что машины-то мотоциклы особо, как я говорю, не пропускают, не уважают, а грузовикам с автобусом они их вообще, в принципе, не замечают. Вот. И дорога, на самом деле, вот это нормально одна хорошая полоса, вот, то есть такая однополосная. Вот. Машины, как все, все равно местные там все знают, там, и там у нас на Кавказе как-то чудом, конечно, разъезжаются, вот, но, в общем, стоять на горной дороге, несется автобус или фура, несется так прилично, вот, и несется по встречке, вот, то есть у них вот этот выезд на встречку, это абсолютно нормально, вот, то есть если ты выехал на встречку, то ты прав, вот, единственное, что нужно сделать, это либо побибикать, либо поморгать фарме, все, вот, то есть едет чувак на встречке и фарме моргает, все, вот, то есть уходить с этой встречки, он себя не чувствует неправым, уходить со встречки он не собирается, вот, и, в общем, едешь, и если какой-нибудь автобус там на встречку, тут видно, тут обочина, как бы, такая, то есть ее, считай, нету, то есть приходится на нее, но если ты съедешь на скорости на эту обочину, то все, вот, поэтому ехать реально пришлось очень медленно, вот, и прям, то есть иногда даже вот не прижиматься, а реально вот приходилось иногда от встречного вот этого какой-нибудь фуры бешеной съезжать прям вот на эту обочину, вот, поэтому их немного, но такие они, вот. В общем, оказалось, что 350 километров за один день это
для наших мотоциклов, учитывая, что там раз остановились, починили, два, со всем этим оказалось все-таки достаточно медленно. Вот. И, конечно, в день 350 километров вообще даже не проехали. Вот. Это, в общем, у меня каждый рассказ одна и та же история, типа, люди, берите хорошую снарягу. В прошлую поездку, когда я ездила в горах Перу, вот, я там очень жестко обгорела, потому что у меня был какой-то дешевый солнцезащитный крем, не было хорошего солнцезащитного крема и очков, вот. Я обожгла рукавицу, вот, и обгорела очень сильно, вот. А в этот раз, в общем, у меня был кроссовый шлем, а очки я с собой не брала, я думала, слушайте, господи, очки-то в прокате-то мне дадут. Конечно. У них вообще, они, естественно, не знают, что такое там очки. Вот они такие, я говорю, слушайте, мне нужны мотоциклетные очки. Они едут, дают мне солнечные. Я говорю, ребята, у меня солнечные очки есть, мне мотоциклетные нужны. Они такие, что это такое? Я им гуглю, показываю картинку. Не, у нас тут таких нету. Вот. И, в общем, все это время я ездила в солнечных очках. Вот. А днем, нормально, но единственное, что, конечно, все равно мошки, то есть они, мотоциклеты, они защищают полностью, вот, а эти очечки, в общем, мошки встречающиеся, они прям, то есть у меня прям все щеки были в этих, больновато на скорости, вот, были в этих мошках, вот, но самое, конечно, жесть наступает вечером, потому что, темнеет, и в солнечных очках ездить, это жесть, это опасно, вот, и, у тебя стоит выбор, вот, либо ты едешь вообще без очков и рискуешь своими глазами, либо ты едешь в очках и не видишь вообще ничего, кроме фар, вот, а фары, они тоже включают, сами понимаете, включить фары для них это опционально ночью, вот, кто-то включил фары, кто-то не включил, вот, то есть ночью ездить, реально было очень опасно. Вот, и мы ехали со скоростью, наверное, меньше 40, средняя скорость точно. Вот. Потому что бешеные грузовики, они все равно так же и фигачат под 100 километров по встречке. Вот, а обочина у них, во-первых, у них обочина еще используется для встречного движения. Вот это, кстати, вот полоса, вот, тут встречка, вот, а почему-то обочина, этими и мотоциклистами иногда, велосипедистами и пешеходами. Она используется как встречка. Вот, то есть это встречное движение. Вот, то есть, они считают, что это безопаснее, потому что когда, понимаете, на нормальной дороге, то есть когда ты идешь, ты должен идти безопасно навстречу движению. Да. Вот, они поступают, соответственно, точно так же. То есть ты едешь по полосе, вот, тут у тебя встречка, вот, и если тебе нужно еще увернуться от какой-то там бешеной фуры, ты выезжаешь на обочину, а там какой-нибудь велосипедист. Понятное дело, что они с фонариками, что ли, будут там ходить, цветок от себя это вот. То есть там пешеходы, велосипедисты. В общем, ночью было так достаточно стремновато. Вот. В общем, до города мы не доехали. Вот. Мы решили, очень устали, решили, что опасно уже, надо отдыхать. Вот. Какой-то маленькой, нашли деревню покрупнее, где есть что-то наподобие отеля. Понятно, что на букинге, на карте его нигде не было. Местный гид, он знает, у них есть такие отельчики для своих, то есть это просто частные дома, вот, они достаточно большие бывают. Вот, сдаются, просто комнаты сдаются там, каким-то там местным приезжающим, то есть никакой вывески, ничего нету, то есть иностранец о нем не узнает, такие номера для места. Вот, а это очень прикольно. Вот, понятно, что там, совсем трешонько было, там, какие-то уже там насекомые там ползают, нормально, кровать есть, нормально. Вот, но горячей воды там не было. А вот после, у меня лицо вот это вот, без очков вот эта вот ночь, вот эта вся пылища, такая пыльно-грязная, хочется горячей водой нормально отмыться. Вот, горячей воды у них, естественно, нету. Вот, в общем, они мне притащили такую большую катку, вот, и дали гигантский кипятильник. Для сравнения, вот этот справа, кипятильник очень полезная вещь, я всегда с собой вожу. Вот этот справа, это наш обычный кипятильник. Представляете, слева кипятильник вот такого размера. Первый раз такой видел, на самом деле классная штука, надо было, наверное, прикупить, вот, то есть вот такая вот огромная бадья горячей воды у меня прям за несколько минут там вскипятилась. Киловатт на 2, наверное. Да, мощная штука. Вот, в общем, дали мне такой кипятильник, вот, чтобы у белого человека была горячая вода. Вот. До Исмилы мы поняли, что не доедем таким образом, потому что, слушайте, он такой товарищ тоже растаман, достаточно расслабленный, то есть, наверное, если вставать вот прям в 4:45 и с первыми лучами выходить на трассу, если мотоцикл бы не ломался, наверное, если упереться и еще и мало кушать, и мало останавливаться, просто тупо гнать, наверное, можно было доехать. Хочется же удовольствие получать от дороги. Вот. Мы решили семью оставить на потом и двинули обратно. Замечательное место, называется Вушота.
Сейчас покажу дорогу к нему. Вот. Дорога прикольная. То есть обратно по другому пути поехали. Ну, там часть, там часть получилась по тому же пути, а потом мы свернули. Вот. Ну, такая, короче, неплавная дорожка. Так, это она, не она? Я даже не понимаю. Ну, вроде она похожа, да, там слева. А гид впереди едет, как направляющий, да? Ну да, у меня дорога. Знаю, Ну вот, да, кстати, да. ну тут хорошо видна вот ширина дороги примерно вот этой города. Ну, то есть видно, что это такая вот, ну одна полоса нормальная. Вот. Поэтому если там вот что-то такое автобус, ну, как бы самое, конечно, неприятное, то, что они вообще, о мотоциклистах вообще не думают, не беспокоят. Ну, вот абсолютно. То есть ты едешь, вот, и вот, ну, реально иногда он приезжает, прям он на большой скорости, и прям очень близкий, ты уже на обочину едешь, и короче, на мотоциклистов внимания не обращают. Вот. Ну, и тут видно, то есть вот эта вот обочина, она уже вот это, как типа песочка, то есть на скорости туда съезжать вообще никак. Вот, поэтому, короче, ехали не очень быстро, но дорога классная, живописная. А вот это слева, там растут эвкалипты. Вот, это такая длинная, такая бесконечная эвкалиптовая роща. Вот, в общем, дорога очень красивая. Вот, дорога класс. Вот. Место супер. Место называется Лушота. Вот. Это действительно самый красивый вот вид вообще, вот, вы знаете, вот с горы, там вот, ну, много вот таких вот видов, что вот захватывает дух. В общем, ну, я много ездила, путешествовала. Это, ну, на фотографии это не передать, я попытаюсь как-то, короче, объяснить. Фишка в том, высота не сказать, чтобы очень большая, то есть есть, конечно, и горы повыше, высота около 1500 метров, вот. Но особенность ее в том, что это достаточно, так сказать, одиноко стоящая гора, вот, она абсолютно вертикальная, вот на все 1,5 километра вниз, вот, то есть, сейчас покажу. То есть вот это вот обрыв, вот. И когда ты подходишь к этому обрыву, ты не видишь склона горы вообще. Вот. То есть ты раз, и ты видишь, вот, ну, представляете, это высота 1500, ну, вот первый прыжок с парашютом, например, делается там с 800 метров, то есть второй прыжок с парашютом 1500 метров. Это выше облаков. Вот. Ну, потом прилично, почти облака это где-то, ну, 800 тысяч километров вот эти вот. То есть ты вот сидишь, и ты сначала ты думаешь, о, вау, просто круто, а потом ты начинаешь рассматривать, ты понимаешь, что под тобой, полкилометра под тобой внизу облака, вот. А то, что ты вот думал, там холмы, это не холмы, это горы огромные под тобой, вот. И ты думал, что там тропинки, это не тропинки, это вот эта дорога, по которой ты ехал. То есть вот эта вот огромная, вот эта 1,5 километра высота, она абсолютно вот так вот растирается вся под тобой. Это потрясно. Притом эта скала, она еще и как бы, ну, она вот так выдается углом, и ты стоишь, и у тебя вот обзорный вид, он вот, ну, даже вот не часть, а он обзор вот на все вот эти вот 180 градусов, этот обзорный вид, вот. И очень красиво на закате. В общем, ты приходишь, ну, там видно, то есть начало, ну, как бы вот, ну, белое, то есть, ну, ты думаешь, что это туман, на самом деле это облака, вот, а на закате они начинают вот так вот медленно отступать, вот, народ на самом деле мало, вот, то есть, ну, вот были только мы и вот еще одна пара, 2 человека, вот, народу мало, тоже все сидят прям в медитативном состоянии, никто там не говорит ничего, вот, то есть эти облака начинают отступать, и вот этот вот открывается вид, и при этом очень классно меняются краски. То есть фото тоже не передает эти краски, они просто очень, ну, такие очень нежные. Вот. То есть вот это вот, ну, понимаете, вот это вот переливы, солнце, вот эти вот оранжевые, какие-то розовые, там, голубые тона, вот, и они как бы преломляясь через облака, они вот эту вот гамму дают, и она каждую минуту меняется. То есть солнце заходит, вот, и вот эти вот облака, знаете, это как магия. То есть сидишь себе таким, чувствуешь Гэндальфом, то есть вот эти облака, они так, ну, достаточно быстро, то есть это вот, ну, визуально видно, но вот реально вот это вот движение, вот эти облака вот так вот расступаются перед тобой, вот эти краски меняются, это просто магия, то есть место вообще потрясное, это вот, это реально самый лучший вид в мире, вот. Да, ну, вот, но это, я говорю, это уже место такое не очень туристическое, вот, и если в городах танзанийцы просят с тебя деньги за фотографию, то здесь наоборот, вот, увидев белого человека, вот, они такие подскакивают к тебе и давай, притом не спрашивают, они такие простые ребята, вот, то есть, а можно я сам? Не, они такие подсаживают, и всей семьей, я так сижу, ну ладно, типа, говорю, фоткайтесь, вот, и такие, короче, устраивают такую фотосессию с тобой, с белым человеком, и там ребенка, этот ребенок там, ну, понятно, они там, наверное, подгузник не сильно запариваются. Да, этот ребенок там, короче, пометил там меня. Вот. Но я уже старалась там улыбаться, не особо свое лицо делать.
на фотографии. Вот. Но в горах случилось, да, в горах все-таки случилось фиговое, все-таки не знаю, я потом спрашивала, наверное, плохо прокачали, в горах у меня отказали тормоза передние. Вот. Это прям совсем печалька была. И там как раз было вот машин мало, а тут, как всегда, такой момент, в общем, еду, а там, ну, коровы тоже стада, и там коровы. Вот. Ну, понятное дело, что они там тебя не собираются, а я собираюсь их обогнать, ну, то есть, понятно, справа это как раз встреча, а там как раз навстречу еще и машина. Вот. Ну, я думаю, что корова все-таки помягче машины, вот, и я пытаюсь тормозить, переднего тормоза нет вообще. Вот. И, в общем, я так и задним тормозом оттормаживаю, плюс торможение двигателем, ну, вот я прям вот у этой попы коровьей, я, конечно, вот так вот в полуметре затормозила, но так стремновато было, когда в горах еще и тормоза. Что, занести может от заднего тормоза? М? Занести может от заднего тормоза, да? Ну, это просто, не, ну, как бы задний тормоз, он просто, ну, не то, он тебя быстро не остановит. Вот, это как бы передний основной, вот, а задний он как бы не, ну, как бы ты притормаживаешь, вот, но ты так быстро не остановишься, как тебе надо. Вот. И плюс вот этот вот волшебный метод ковыряния пальчиком в поисках контакта, он работать перестал. Вот, короче, мотоцикл заводиться перестал вообще. Вот. Но потому что мне нравится отношение гида, для них это вообще не проблема. То есть вот у нас, вот, знаешь, ты в горах без тормоза, у тебя мотоцикл не заводится. Он даже вот не рассчитывает, как проблему, он вообще это даже не рассматривал. Вот. Я такая, у него там это... Он такой, да, типа фигня, ну что, столкача будем заводить. Вот. В общем, мы мотоцикл назвали, ну, знаю, английский пуш, толкать пуш, вот. В общем, кроме как столкача он не заводился, и мы его мотоцикл назвали пушменом. Вот. Здесь бушмены, племена танзанийские, вот. У меня, в общем, был пушмен, вот, заводился он только с толкача. Вот. И в горах, кстати, хорошо, когда, ну, когда вниз, вот, это классно, останавливаешься, все, и даже толкать не надо было, там, просто заводишься, вот. А вот если ты вверх едешь в гору, то уже, в общем, не так приятно, вот, и прикольно было, мы когда, ну, вот это Лушота, он находится уже, ну, в горах, и деревня сама в горах, вот, то есть, и мы когда ходили, искали отель, ходим, ищем отель. Вот, мы не выходим, вот тут у меня гид такой, о, останавливаемся там. Я говорю, почему? А там горка. В общем, там отель немножечко на высоте. И там такая горочка, как с утра толкать удобно будет. В общем, надо теперь был один критерий выбора отеля, чтобы рядом была горка. Вот. Вот. Ну, вот такой замечательный отель наш с горкой. С утра мы тоже прям встали пораньше. На рассвете тоже, кстати, вид классный. Это оно, нет еще? Нет, это я тот point view, это водопад. Вот, сейчас покажу. С утра тоже классно. Ну вот на видео, наверное, даже больше как-то передается. Вот. То есть с утра завтракать мы тоже туда поехали. То есть вот это вот внизу облака, а вот, ну, вот эти вот, это на самом деле такие, ну такие горы такие вообще нормальные. Вид, конечно, супер. Вот с утра вообще никого не было. Сейчас покажу вечером. Ну, краски, конечно, не передаются, но, в общем, наверное, атмосфера, что-то такое. Вот. То есть видно прям намного, я думаю, даже больше 10 километров весь этот обзор, скорее всего. Вот. То есть внизу вот это город такой маленький. Вид. Гора Ушот называется? Лушота. А? Лушото. Лушото. Лушота. Да, гора Лушота. Вот, в общем, с утра. Отель наш. Ну, это Fruit Point, в общем, на обратном пути. Фруктов. Вот. А это прикольный момент. Мы накупили с собой фруктов. Вот. А толкать приходилось гиду. Ну, то есть, как бы я ехала, а толкать ему приходилось, вот, поэтому он-то меньше всего, мне нормально, как бы, вот, ему меньше всего нравилось вот этот вот мой пушмен, вот, потому что ему приходилось каждый раз толкать, вот, и тут, в общем, он такой говорит, я знаю, как бы, это хорошее место, фруктов поесть, мы фруктов с собой накупили, вот,
остановились под раскидистым деревом, фруктов поели, все хорошо. Вот. А смотрим напротив, это церковь. Вот. Смотрим, напротив какая-то церковь. Нет, еще в деревне нету, ничего, какая-то церковь глухая. Вот. И тут случается чудо. Вот так люди начинают верить в Бога. И тут он такой... Ну, они на самом деле религиозные танзанийцы. Он такой... Слушай, тут тут церковь такая стоит, я вот чувствую сейчас это, а вдруг заведется? Он такой поворачивает ключ, мотоцикл заводится. В общем, мы с ним пропели аллилуйя. Свершилось чудо. Напротив церкви мотоцикл завелся. Вот. Ну, нам нужно было еще куда-то заехать. Я там шнур от камеры забыла. Стопудово этого шнура у них не найти. У них GoPro это вообще что-то такая супер какая-то невиданная техника. Вон пришлось за ней заезжать. Вот, это насчет гаишников. Вот, это самые вреднючие люди. Короче, была реально подстава. Вот. Гаишники останавливали сначала его. Вот, меня нет. Вот. Ну, понятно, что он гид, я за ним еду, на определенном расстоянии. Ну, конечно, у меня и тормоза нет, и конечно, небольшой косяк, но все равно дистанцию нормально стараюсь сохранять, вот. И тут, а их, оказывается, двое было, я второго не видела вообще, откуда он взялся. Тут, второй гаишник меня подрезает, прям конкретно так подрезает, вот. И, в общем, первая и единственная авария, падение из-за этого, вот. Ну, видно, там цепь слетела, вот. И начинает наезжать, притом так, подходит, с автоматом еще, я не знаю, почему, может, даже не гаишники, просто полицейские, что они с автоматом. Такой прям подходит, что с автоматом, такой, а ну-ка, давайте-ка права сюда, ну, и начинает там втирать, что, слушай, типа, я справа, ты слева, что-то там начинает, вот это все, вот. Мне, в общем, гид рассказывает, что это, говорит, вообще не первый раз, вот, то есть он много возит туристов по этому маршруту, он говорит, уже 4-й раз, и только с иностранцами, в общем, местными мне сказали, что это реально так, я говорю, иностранцы в основном платят, то есть когда там, Танзания, там, вот, и когда на тебя гаишник наезжает, то есть он говорит, что всех на деньги разводили. Вот. Я российский человек, он имеет опыт общения с гаишниками хороший и с не менее коррумпированными гаишниками из наших 90-х. Я такая, я смотрю, реально развод, реально подстава, стоят там какие-то деньги там с меня отжимают. Права, главное, такой забыл, не посмотрел, не то, что посмотреть, такой, знаете, такой забрал. Я такая, говорю, так, давай, говорю, права мне обратно, ну-ка свои там права покажи, тра-ля-ля, начинаю ему втирать что-то, ты на самом деле виноват, там все дела, реально такая подстава была, вот. Как разошлись? Разошлись на том, что, повреждений, у них повреждений мотоцикла не было, у меня вот эту цепь тоже быстро сделали, вот, они такие шустренько, смотрят, что я не развожусь, они шустренько сунули мне права, типа, все, бай-бай, и уехали. Мы такие стоим, а гид тоже такой недовольный, 4-й раз, они уже, коррумпированные. Вот, их, видимо, тоже коррупция досталась, все дела. Вот, я такая, слушай, у нас время есть, вот, то есть мы уже почти там обратно вернулись в Моше. Я говорю, слушай, давай поедем, заем на них накатаем. Вот, он такой, да, давай. Вот, и мы, в общем, такие поехали. Вот, я сейчас покажу. Притом они вообще молодцы. Цепь-то поставили прям там, на месте? Да, на месте, цепь на месте поставили. Больше никаких повреждений, ничего, ручки, зеркала. Вот. Они потом наши до этого еще не додумались. У них просто для того, чтобы зайти на территорию вот этого их там ГАИ, вот этого офиса, нужно заплатить. Не очень большая сумма, но все равно, за что плати? Типа, наши еще не додумались. Вот. Я так... то есть для меня прям было, он сразу так, сколько там, официально, то есть это не просто официально, вот надо тебе пройти, плати давай. Вот. В общем... Самое интересное, когда тут ботинок чистит. Да, такой сидит там и вычищает. В общем, ходили, нашли какого-то там этого, вот, то есть у них это еще в 5 раз медленнее, чем у нас, но все равно мы надо добиться своего, вот. Это очень прикольно, я фоткала гостевую книгу, то есть кроме национальности, адреса, даты рождения, у них tribe есть, вот, то есть, есть масаи, которые прям вот такие вот, видно, что они племена и как-то одеваются, а в принципе у них действительно страна, там очень много племен. И вот мой, например, гид, у него прям показывал, у него в паспорте тоже написано, то есть tribe, у него тоже есть nationality, танзанин, а есть tribe, то есть тоже какие-то племена.
Вот. И, кстати, интересно рассказал, что я после этого тоже зауважал их президента еще больше. Вот ковид отменил, все остальные страны соседние, Кения, и Ботсвана, и Руанда, они, вот на самом деле у них экономика и вообще все так плохо, еще в частности от бесконечных войн племен друг с другом. Ну, это примерно как у нас вот тоже какие-нибудь там кланы где-нибудь на юге России, вот они постоянно непрерывно что-то делят, вот, потому что у каждого своя территория, своя культура даже, и свой язык есть, и языки разные, то есть это прям вот отдельная национальность. Вот. Помирить их очень сложно, вот, и только мудрый президент Танзании, вот, то есть везде это решается, ну вот как это еще решить? Вот люди воюют, ну как это разрешить? Вот нельзя воевать, там, миротворчество, то есть на это тратятся деньги, какие-то есть там миротворческие силы, это все ерунда. Мудрый президент Танзании понял, что основа национальности вообще это язык, вот. Он поступил очень просто, он просто на территории Танзании ввел один, то есть он запретил, по сути, да, он запретил все местные языки, то есть там культура, воюйте, что хотите, делайте, вот, просто разговаривайте все на одном языке, все, вот. Ну, как бы условие такое, не сказать, чтобы особо такое карательное, и народ с этим согласился. Такие, окей, вот. И действительно это сработало, вот. И действительно вот это вот, ты говоришь на одном языке, я говорю на одном языке, и все, это реально решило проблему, у них нет войн. То есть это единственная страна, в которой между племенами нет войн. Вот. То есть каждый сохранил свою культуру, и одежду, и территорию, и все такое, просто все говорят на одном языке. Вот. И это решило так проблему. Так, а это уже... ну все, это уже, значит, следующий день. Трафик хотел показать, да, там в городе немножечко снимала. Вот. Ну, примерно такой трафик. Это такси, да, такие? Ну, это типа тук-тук в Таиланде, да, это такие таксишки. Почти машин нет, а один таксишки, да? Мотоциклы, таксишки. И Да. автобусы, да? Маршрутки, да, маршруток много. Маршрутки очень хорошо, очень удобно. Маршрутки, цена, расстояние цена написано прямо на двери краской. Вот, очень удобно заходишь, уже сразу знаешь, сколько платить, и точно тебя не разведут. Ну, движение в целом как-то поорганизованнее, чем в Азии, да, я так смотрю. Ну, не знаю, на самом деле это просто как-то улица такая, наверное, Светофоры попалась. есть вообще? Ну, то есть вот этот просто... Не видела ни одного работающего. Я видела 2-3 светофора там, я видела, висело, работающего ни одного не видела. Вот. Да, кстати, это тоже такая большая проблема. Знаков у них нет вообще. Вот такого, я вот эти знаки, главная дорога, уступи дорогу. Но это еще ладно, ты можешь сориентироваться. У них много дорог с односторонним движением. И кирпичей это не стоит, и знаков, что одностороннего движения не стоит. То есть я просто еду, и просто чуваки добрые останавливают, эй, тут нельзя, я не понимаю, что, и показывают одностороннее движение, вообще ни одного знака Все они нет. просто знают между собой, Конечно, конечно. Конечно, они все знают, вот здесь одностороннее все. Вот знака вообще ни одного нету. Не, притом, если, наверное, там приедет гаишник, то формально он еще и там тебя штрафанет и докажет, что ехать нельзя, но знака нет ни одного. Вот, да. Это аэропорт Килиманджаро. Так выглядит. Вот все противоковидные у них меры. Это, в общем, сидит такой чувак, вот, у него в обязанности входит напоминать люди. Вот, он сидит, и там все из-под маски такой: стерилизуйте руки, надевайте маски, все идут мимо него. Вот. То есть запретительных мер нет, слушаться его не надо, сидит так формально, такой: надевайте маски, сидит сам в маске, И он надевайте единственный, маски. да, человек в маске? Да, естественно, он единственный человек в маске, да. Вот все такие противоковидные меры, но формально они там есть, то есть информационное табло, что ковид, там, берегитесь, они есть, вот, но соблюдаются они, конечно, так, это очень смешно. Вот. И дальше перелет у меня на Занзибар, где меня должны были ждать мои мотоботы, вот. Но мои мотоботы мне хотели зажать. В общем, это еще один, да, замечательный танзанийский развод. В общем, о аренде мотоцикла на Занзибаре я договаривалась заранее, тоже из России, все. Баху мне должны были подогнать, там $15. Я думаю, цена нормально, все договорилась, вот. И боты у него мои хранились, вот, я уже еду, думаю, хороший мотоцикл японский, ага. За день. Боты? Что такое боты? Ботинки, защита, мотоциклетные ботинки. Вот. За день до моего прилета на Занзибар пишет мне этот товарищ. Примерно такой текст. Говорит: дорогая Наталья, знаете, на Занзибар понаехало очень много туристов.
Я такая, ну замечательно, и чё? Вот. И такие, ну вот тут вот на ваш мотоцикл некоторый товарищ из Москвы Петр готов заплатить $30, поэтому я его вам за 15 не буду арендовать. Я такая, ну здрасте. Говорю, товарищ, мы с тобой вообще договорились, там цена, там все дела. Ну как бы они такие, ну, типа бизнеса, ничего личного. Я такая, ах так, говорю, ну ладно, как бы, говорю, приезжаю, забираю там боты, и, типа, и одес, я другую компанию найду. Ну да, конечно, ну ты без хранения там только денежку там, конечно, оставь. Ну, я так, ну, это типичный их развод, вообще, хоть за что-то, но денежку нужно срубить. Вот, думаю, ах ты ж гад такой. Вот, и у меня созрел такой коварный план. Я думаю, ладно, соглашусь, я говорю, ну давай, мне этот мотоцикл понравился, я его за $35 арендую. Вот, ты мне его в аэропорт подгони, боты не забудь привезти. Вот. Ну, план состоял в том, чтобы наказать товарища. Вот, он мне все это привезет, я боты заберу и, так сказать, с его мотоциклом скажу ему до свидания. Вот. В итоге. У меня, к сожалению, этой фотографии не сохранилось. Вот. В итоге подогнали они мне... Денис, у тебя там фотки, да, у тебя телефон снимает. Вот. Но это надо было просто видеть. То есть вот эта мототабуреточка, вот такая вот эта мототабуреточка, ржавая вся, как она вообще... Мне казалось, что она там ехать там не может. Вот. То есть вместо бахи мне подогнали такую вот эту вот старую упитую мототабуретку. Вот. Ну, как бы товарищ был наказан, вот, боты забрала. Вот. Мог бы не отдать, да? Сказать сначала давай договор завтра заключим. Ну, как бы, да, но это уже по ситуации. То есть, как бы, если ты ведешь себя расслабленно, окей, $35, да. Все, давай, сейчас экипируюсь и поеду. Ну, все, экипируюсь, до свидания. Вот. Но он мне тоже, естественно, после этого, ну, те контакты-то были, он мне после этого 2 дня написал, тоже разузнал, в каком я отеле. Вот. Притом написал мне такой, такой длинный текст. Теперь ты от меня никуда не денешься, злостная неплательщица, ты мне должна за хранение ботов. Я узнал, в какой гостинице ты живешь. Так, и чё? Типа, ну да, там знаешь, типа, и чё? Он такой, короче, тоже как тот товарищ с прогулкой, он где-то 2-3 дня еще меня засыпал такими злостными, не меньше было сообщениями по WhatsApp, вот, что я ему должна денег за хранение моих мотоботов. Вот. На самом деле цены действительно поднялись, и в других каких-то там прокатных конторах я походила, посмотрела, но реально цены какие-то неадекватные, вот, так что пришлось мне все-таки взять не такую старую биту, но все равно мототабуретку. Вот. И на самом деле это оказался очень хороший выбор, потому что, в общем, понятно, все знают, что, в общем, все русские туристы, они все ломанулись на остров Занзибар. Вот. И раньше это было, я даже для сравнения... несколько фоток загрузила. Это фото 5-летней давности, когда я 5 лет назад отдыхала на Занзибаре. Вот, это реально как бы вот, то есть тут вот без фотошопа, без всего. То есть это реально прям вот райское место. Вот, очень уединенное. Стоят вот эти маленькие отельчики. Людей почти нету. Чистейший песок, лазурная вода. И даже этих кораллов нет. В общем, реально было райское место. Вот. В общем, понаехавшие русские туристы, я сейчас покажу. В общем, они превратили уже вот, то есть это я реально не специально фоткала, правда, то есть вот они реально испортили все. Вот, то есть, во-первых, задрали цены, во-вторых, вокруг ходят вот эти вот прилипалы, вот эти вот все пытаются тебе, то есть там тебя никто не напрягал, это было такое очень уединенное, такое оно не дешевое, и поэтому достаточно элитный отдых считался, то есть это прям классное место, там народу мало было, вот, все, понаехали, тут же вот давай вот эти торговцы этими, посмотри, какой хороший, деревянный, они все быстро по-русски научились, и вот это на корявом русском ходят вот эти масаи, пытаются тебе продать за какие-то там адовые 1500 рублей вот этого деревянного жирафика. И, в общем, вот эти вот наши вот эти вот тёточки с выводком детей, с надувными вот этими кругами, с матрасами, все обгоревшие, потому что, что там еще делать? Там вот целыми днями они там вот на этом пляже. Такое, знаете, такое жилищное рабство. Вот ты живешь в этом отеле, вот у тебя пляж, они дальше этого своего вот этого отеля носа не высовывают, цены там адовые на все. Вот. В общем, туристическое гетто. Вот. То есть у меня когда райские места превратились в туристическое гетто. Вот. Поэтому там я селиться не захотелось. Я поселилась в столице Занзибара, Стоунтауне. Вот. Город обалденный. Город внесен в
всемирное наследие ЮНЕСКО. Вот. То есть архитектура там, ну, там реально особенная. Вот, я очень люблю это место. Там можно вот... Мне в поездке вообще нравится такой период, когда вот ты не перемещаешься где-то в поисках от одной достопримечательности от другой, а вот просто ты там вот 5-7 дней, неделю вот пожить. Ну, вот просто вот ты живешь в одном месте, каком-нибудь историческом, живописном, просто гуляешь там, вот какие-то, вот просто погулять, пожить, так сказать. Вот Стоунтаун это очень классное место для этого. Вот. Но сейчас покажу, тут где-то лучше видно. В общем, центр, ну не только центр, вообще как бы вот все, весь Стоунтаун это лабиринт. Вот это нужно просто на карте еще посмотреть. Вот, это реально лабиринт. Вот, ориентироваться там, ну это как бы нереально практически. Вот. Но видно, улицы очень узкие. Вот. То есть ширина улицы это как раз вот ширина где-то вот мотоцикла, плюс понятное дело, что она и торговая, и пешеходная, и все дела. Вот. Плюс понятно, когда узкая улица, то любой как бы поворот, вот, он, ну, бибикает перед каждым поворотом. Вот. Даже местные все едут, там какое-нибудь ответвление нужно бибикнуть. Вот, потому что если там встречка, то ну, из-за узкой улицы не видно вообще. Вот. И в общем, короче, вот эта вот мототабуреточка, это самый идеальный вариант, вот, то есть да, на каком-нибудь там, ну, мощном каком-нибудь моте там ездить, ну, очень сложно, вообще нереально, то есть это постоянно лавируешь между этими тачками с фруктами, люди, вот, эти повороты очень резкие, такая джимхана, короче, непрерывная джимхана, вот, так что табуреточка, ну, там видно по видео, там все, наверное, на таких табуреточках есть, вот, это оказалось наилучший вариант, вот, в общем, я поселилась в Стоунтауне, а на пляж просто ездила на мотоцикле, вот, в Греции отдыхать. Научки такие прям колоритные. Вот. То есть Стоунтаун называется, потому что полностью он сделан, ну, из камня, то есть строения все каменные. Вот. То есть ориентировка происходит примерно по направлению. То есть смотришь на карте, что тебе там нужно ехать, например, на юго-запад. И ты по этим улочкам там направо-налево, направо-налево примерно едешь, вот, смотришь, так, уехала куда-то не туда, смотришь карту, ага, так, уехала немножечко западнее, так, надо восточнее, опять едешь, так, направо, налево, направо, ну, примерно стараешься направление удерживать, опять уехал не туда, достаешь, так, смотришь карту, куда-то опять не туда уехала, ну, то есть вот где-то тут, наконец, пребывание на 5-7 день, у меня какие-то были вот, ну, основные там точки, там, еда, там, еще что-то, вот, там, туда маршрут запоминаешь, вот, а так вот, в принципе, ориентироваться там, конечно, ну, даже местные, вот, то есть даже местные там что-то там, ну, как-то, они тоже постоянно спрашивают, а вот такое-то место, а что, куда. Вот, то есть все улицы такие, где там есть нормальные широки для автомобилей? Нет, все. Но это исторический центр. Ну, это исторический. Это нет? Конечно. Я там брал самый единственный. Ну, вот нет, сам город, он обычный, Танзанийский город, шумный, пыльный, грязный, такой обычный. Вот, это исторический центр, но он прям большой. То есть вот пешком там ходить долго. Я не всегда была на мотоцикле, я один раз пошла пешком, вот. Ну вот, тоже остановилась, ага, не туда уехала, чего, куда ехать. Вот. В общем, расстояние, оно проходится где-то минут за 20, наверное, пешком. Вот. Это реально, знаете, как бывает вот в лесу, говорят, эти там лешие водят, вот. Это просто, это у меня память была, 2 часа. Я шла туда 2 часа. То есть ты просто идешь. Еще была проблема в том, что там то ли из-за камня, потому что он экранирует, не знаю почему, там GPS чаще не работал, чем работал. Вот. То есть свое местоположение отследить ты не можешь. И вот представляешь, ты находишься в каком-то лабиринте. Вот. А адресов там у них не существует. То есть когда ты ищешь отель, вот, там, это прям официально на букинге, там адрес отеля, там центр, даже вот этот Стоунтаун, он разделен у них тоже на округа, там центральный, такой-такой, там написано, там юго-восточный округ Стоунтауна, какая-нибудь там рядом с церковью, напротив заправки, там, British Petroleum. Все, это адрес такой. Вот. То есть вот названий улиц и домов у них там нету. Вот. А я не понял, это в Танзании или уже в Занзибаре? Это Занзибар. Это уже Занзибар. Ну, какая-то тоже Танзания считается, вот, но это Занзибар. Вот. Там уже намного жарче. Вот. Там я уже ездила без черепахи. Бот мне вообще ни разу так и не понадобились. Вот. Ну, там шлем, локти, колени, вот такое в основном. Вот. То есть там уже прям жарень. Вот. Там 34, 35, 36 градусов днем было. Там в полном экипе уже все, пригреешься.
Она опять куда-то не туда уехала, опять маршрут прикладываем. Вот. Ну вот, и там еще и навигация плохо работает. Вот представьте, ну, одно дело на мотоцикле, то действительно ты это расстояние проделал, там не туда уехал, скорректировал, туда, то есть, в принципе, ты за адекватное время добираешься. Вот. А пешком вот ты идешь, навигация у тебя не работает, ты не понимаешь где-то, адреса ты не знаешь. Вот. Ну, примерно там, как-то по развилкам, поэтому ты пытаешься ориентироваться. Ну, в общем, это привело к тому, что я реально вот это вот расстояние от кафе до моего вот этого отеля, ну, 20, там идти, там 1,5 километра, наверное, 2 часа. Я реально 2 часа там ходила. Особенно есть вот эти магические места, когда там был один перекресток, я 4 раза на него возвращалась. То есть ты идешь, куда думаешь, нет, вот уже где-то должен быть твой отель. Возвращаешься туда-то, вот. А перекресток, он имеет 6 лучей. Притом они даже вот, они не под ровными углами, а один так, второй что-то куда, ну, короче, понятно, какие-то вот эти вот. Ты думаешь, ага, так, вроде я шла в этот раз, идешь по другому лучу, опять идешь, думаешь, да, все, точно, так, пытаешься там что-то по карте ориентироваться, думаешь, так, должен быть близко в отель, возвращаешься второй раз на этот перекресток. У меня 4 раза на этот перекресток возвращалась, я ходила там 2 часа. Вот он, кстати, этот перекресток, но это такое классное местечко. У них очень хороший чай, очень хороший кофе. Вообще с едой там намного лучше, чем в материковой Танзании. Дороже, конечно, все намного, но еда там... Ой, они вообще шикарно готовят. То есть это вот остров специй, океан, соответственно, рядом, морепродукты. Вот, у них очень распространены такие рыночки. Вот, то есть на рынке можно поесть. Все туристы, они едят где там? В кафе. Вот. Есть очень хорошая вещь, как рынок, особенно ночной рынок. Вот, то есть с наступлением темноты там привозят люди, привозят тележки. Скажу. И там это похоже чем-то на... Не знаю, как... Ох, тут у меня еще какие-то... Еще сафари какой-то. Ну ладно, потом покажу, если найду ночной рынок. Ну вот он. Вот. Фрукты, морепродукты, вот, это все нарезается на порционные какие-то кусочки, там фрукты, морепродукты прям такие, вот, ты это берешь, притом вилки они не используют вообще, вилки, ложки они не едят, они едят либо руками, если не хотят есть руками, они едят зубочистками вместо вилок, ну вот, вилки, ложки у них вообще нет. Мой гид, он как бы, пытается держать статус, что он становится европейцем, он пытался есть вилкой, но видно, что ему так неудобно, я сказала, не мучайся, ешь руками. Вот, они едят зубочистками. Вот, и ты это макаешь какие-то вкусные соусы. Вот, один кусок стоит 15 рублей. Вот, притом никто не считает, каждый человек считает сам. Вот, то есть ты стоишь у одного стола, ешь там эти кальмары, моллюски, морепродукты, наелся, и сам считаешь, то есть он говорит, сколько я, ты говоришь, я там 5 кусков съела, там даешь ему 75 рублей. Идешь там к фруктам, там еще к чему-то. Вот, ночной рынок это очень вкусно, очень классно, но европейцев тоже я там встречала редко. Наверное... русских тоже, пару русских видела. Вот, наверное, все-таки из-за антисанитарии вот этой, такой вот этот видение. Вот, но, в общем, морепродуктные рынки вот эти, это прям, это классное место. То есть, все, и там моллюски какие-то классные, и кальмары, и лобстеры там есть, и, короче, и креветки, все это на гриле же зажарено, вот, очень вкусно. Вот это там какие-то маски или что? Да, это маски. Сейчас что-то в порядке. Вот это пример, что творится в этих туристических геттах. Лобстер. Стоит 45 тысяч, это больше 1000 с чем-то. Вот. На ночном рынке лобстер стоит, тоже не копеечный, но он стоит рублей 150, наверное, там 200. Вот. В 10 раз дешевле. Вот. То есть реально цены в 10 раз. А гигантский это что? Гигантский лобстер? Гигантский лобстер. КПГ на гриле, это, я так понимаю, краб, скорее всего. КПГ на гриле. Морепродукты правильно написали. Вот. И пицца, куриная пицца, пепперон, маргарita. Наши уже ходят, справляют. Пепперон. Может. И, кстати, да, может, это нас там подправляют, да. В общем, вот туристический гетто творится примерно такое. Пепперон. Еще одна вещь, которая испортилась, к сожалению, на Занзибаре, это, многие знают, что на Занзибаре родился Фредди Меркьюри, вот, что он там не англичанин, и он именно занзибарец.
Вот, и там находится дом, где он жил, вот, и тоже для сравнения фотографии 5 лет назад. Ну, действительно, ну, у меня это как паломничество, я прям фанат Фредди Меркьюри, мне это место нравится, для меня это было прям нечто, вот, и ты прям, ну, там есть какой-то небольшой музейчик, вот, но ты поднимаешь, то есть это вот реально как бы, ну, его дом, все, вот, то есть единственное, что вот как бы маркирует, это вот, ну, все двери с номерами, там 1, 2, 3, 4, а у него не номер, у него табличка Фредди Меркьюри, все так скромненько, но так со вкусом, и ты подходишь к этой двери, вот понимаешь, что он там провел свой, и ты держишь за эту ручку, за которую он там миллион раз держался, ну, в общем, это класс, это прям такое место паломничества, вот. В этот раз все очень сильно облагородили, стали брать $10 за вход, вот, сделали музей. Я думаю, ну ладно, музей как музей. Вот. Ну, в общем, короче, музей состоит в основном из всяких там фотографий. Вот. Притом ты думаешь, что это оригиналы, а подойдя ближе, ты понимаешь, что это, ну, как бы, ну, фотографии просто на принтере распечатаны. Вот. Ну, то есть в интернете как бы все это есть. Вот. И любой человек с интернетом, цветным принтером, он может точно такой же музей Фредди Меркьюри сделать у себя дома. Вот. Ну, не впечатляет совсем. Технических вещей. Ну, как бы там лежит, как бы, потом ты подходишь и смотришь, что это абсолютно бессовестный новодел, и как бы это не его личные вещи. Ну, то есть ребята просто запарились тем, что притащили туда пианино. Вот. Из интернета на принтере распечатали много его фотографий с какими-то документами, сшили из кожзамок курточку, которая похожа на него, и за это берут $10. Вот. Я думаю, ну ладно, печально, ну, думаю, хоть... Ну, короче, а из вот этого дома, в котором он жил, сделали отель. Вот, и пройти туда уже нельзя. Вот, так что да. Музей тоже, короче, испортился. Подорожал и испортился. Вот. Это у меня на следующий день я ездила, ну, так как остров небольшой, я ездила вокруг острова. Вот. Но действительно, как бы вот эти вот туристические гетто, от них никуда не скрыться. Вот. Я-то думаю, я сейчас на мотоцикле вот просто вот заеду, живописное место найду. Вся часть острова, практически вот вся, там большой минус, очень сильные отливы. Прям вот вообще сильные. Вот. То есть я так подъехал, думаю, о, классно, там сейчас искупаюсь. Вот. Ну, в общем, видно. Ну вот она, вот где водоросли, тут раньше начиналась вода, то есть этой воды ее даже не видно. Вот. И там ходят люди, там прикольно пособирать там, ну, каких-то там морских звезд, там вот эти вот ракушечки, походить пособирать, ну, купаться уже все. Это потому что мелко, да? Такой большой Очень. отлив. Очень. Ну, то есть там даже не то, что мелко, там ты пешком, мне кажется, там за несколько часов в глубину не зайдешь, отлив очень сильный. Вот. Поэтому, да, к сожалению, вот именно вот пляж с купанием, это вот их два места, Нунгви и второй там рядом какой-то. Наталья, а здесь ты, получается, уже одна, Да. без. Да, Типа- да, тут уже без гида. Да. И табуреточка не ломалась. Ну, как сказать. У них такого не бывает, чтобы не ломалось. Вот. Но мне ее просто менять пришлось. Первую табуретку у нее, похоже, вариатор начал накрываться, она отказывалась разгоняться больше 60 километров, вот, и потом еще и глохла, и дергалась, вот, я просто заменила. Там вот. есть куда разгоняться? Ну, по острову, вдоль острова. Вот. Ну, хотя там тоже, кстати, эти вредные менты, ну, все же знают, что белые люди, мотоциклы арендуют. Вот, естественно, что каждого белого человека нужно остановить. Вот. Ну, у меня, я еду, а у них ограничение в населенном пункте 40. Притом, ну, как бы без порогового, без штрафового вот этого порога нету. Вот. Ну, понятно, я там ехала 64. Вот. Он меня останавливает, радостный такой гаишник, такой, вы превысили. Я такая, ну, замечательно, ну, что, ну, типа, выписывай. Он такой, там, типа, ты сильно превысил, это дорого. Я такая, да замечательно, ну, давай пиши штраф, я буду штраф оплачивать. Вот. Он такой, ну слушай, вот тебе, чтобы оплатить этот штраф, тебе нужно будет ехать в тот город, стоять. Я говорю, ничего, постою в очереди, оплачу. Я говорю, смотрю, такой смотрит на меня явно такой, ну что, денег? Я говорю, не, говорю, слушай, товарищ, я говорю, вот 100% денег тебе здесь давать не буду, давай выписывай штраф. Он такой, до свидания. Ну, даже не проверять документы, ничего вообще не интересует, и все. Деньги не стряслось, все, до свидания. Вот. Очень смешно, что даже на пляж-то каждый день там ездила, вот. Еду второй раз, вот.
Смотрю, опять бежит, уже другой радостно останавливает такой, я уже так не парюсь, еду быстро, вот. А и тут слышу, тот предыдущий гаишник такой ему кричит, типа, ну что-то там, типа, эй, да бесполезно. И тот такой, все, ты все. То есть меня больше по всему острову, меня больше никто не останавливал. То есть все знали, что вот эта вот леди в экипировке там, в черепахе, вот, она денег не дает, останавливать ее не надо, вот, больше меня не останавливают. Вот. Очень спортивные товарищи. Вот. А скорость как они мерили? У них очень интересные спидометры были. Ну, у нас это же какой-то отдельный прибор, а у них какой-то девайс. То есть это был фотик. Ну, то есть видно, что это просто обычный фотик типа Кэнона. Вот. Только к нему какая-то штука, и они как бы на нем показывали. Ну, то есть что-то очень странное. Я не успела рассмотреть, на наш спидометр вообще не похоже. То есть это вот как вот эти снимать отпечатки пальцев к смартфону, какой-то их местный девайс. Вот, он крепится к камере, и, в общем, из этого делается спидометр. Вот, как-то так. В общем, товарищи очень спортивные. Вот, как нужно учиться акробатике. Это у нас там какие-то там люди, за какие-то батуты, за какие-то уроки, платят кучу денег. Вот. Американцы, они в этом плане молодцы. Вот. То есть они вот, ну, денег нету, они решают боль на выдумке хитра. Покрышка и все. Вот. И тренируешь акробатику. Вот. То есть в этом плане классно. Они реально все такие прям, ну, женщины есть толстые, мужчины все очень прям мускулистые, подтянутые. Вот, то есть спортом заниматься у них это прям обычное дело. То есть это у нас на пляже все там валяются, короче, тюленей отдых. Не, у них как бы по вечерам это прям на пляже они тренируются. Они ходят тренироваться, не купаться, не зависать, не отдыхать. Круто. Да, вот эти ребята вообще очень крутые. Но они, конечно, денег попросили, но они... Естественно, белый человек пришел, снимает. Вот. Каждый день здесь ходим. Это очень прикольно тоже. Ну, постоянно тоже не туда. Ну, так как едешь без навигатора, постоянно куда-то не туда заезжаешь. У них вот этих вот не одна дорога, как обычно, знаете, вокруг острова, у них там миллион маленьких дорог. Вот, и я что-то не туда куда-то заехала, и, видимо, как-то белых людей там совсем мало в этом местечке. Вот, очень прикольно. Подошли дети, вот, и тоже моя защита их прям привела в такой восторг. Они такие прям... Стучали там по ней, трогали меня, мотоцикл там рассматривали, очень замечательно. Дети такие прикольные. А это пляж, это который не туристический, вот, ну, так сказать, местный, то есть не там, где белый. Абсолютно то же самое, просто кроме... То есть раньше туда, ну, как бы никто не ездил, потому что по сравнению там с цивилизованными вот этими пляжами, там реально было райско. Вот. Сейчас абсолютно то же самое, что здесь, то там, только тут черные тела натренированные, а там белые тела, так сказать, европейские, разжиревшие. Все. Ну, единственная разница. Вот. В Стоунтауне очень любят котов. Вот Фредди Меркьюри, наверное, тоже знаете, у него там прям много котов было, он там их очень любил. Вот. У котов там реально просто, ну их просто немерено. Вот. Притом один человек может держать 10, 8, 10, по-моему, максимум я 17, что ли, котов насчитала. Просто вот дом, вот, и у дома там, ну, как бы мисочки, все, но это свои коты, это не уличные, вот, 17 кошек насчитала, вот, но в целом они там такие достаточно худенькие, такие... В общем, киск я очень люблю, вот, поэтому я теперь с вечера, с ночного рынка, у меня с собой всегда был пакетик с рыбой, с морепродуктами какими-то, вот, и я ходила, всех кисок кормила, вот. Притом местные, они прям очень, они прям очень поддерживали это дело, вот, то есть они когда видели, вот, они такие, ой, там какая-то молодец, ой, как здорово, все, то есть они тоже кисок любят, вот, они очень рады были, что я кисок подкармливаю. И в последний день, вот она опять на табуреточку, вот. Сейчас мне дорогу покажу. Ну, кроме пляжей, на самом деле, нет, это какие-то масаи, что-то у меня тут перемешалось.
пляжки, ну ладно. Ну спа, кстати, прикольный был. Ну, девочкам, наверное, даже больше интересно. Вот, это прям такое одно из древнейших традиционных спа-центров на Занзибаре. Вот, с очень прикольным таким местным аутентичным дизайном. Всю косметику они делают у них полностью из натуральных ингредиентов. Они прям ступочки, прям все это сидят, действительно сами перетирают. Такой традиционный спа. Вот, это нереально что-то шикарное. То есть вот эти вот запахи, потом они прям вот, они любят вот эти смеси, прям микс делать. Вот. Они пряно, фруктово, цветочные. И притом вот тебя прям сначала там одни масла там с одним, а ножки тебе делают там с третьим, ручки там с маслом четвертым, лицо чем-то еще. И все это так пахнет. В общем, спа там потрясающее. Это у меня тоже прям обязательный пункт на Занзибаре. Вот. Дизайн прикольный. Последний день я решила поехать закат. Да, тоже там отжимается, кто-то тренируется. Короче, негры в этом плане молодцы. Вот. А последний день я решила поехать не в море, а есть очень прикольное место. Это озеро в пещере. Вот. Неожиданно теплое. Вот. То есть кажется, что в пещере должна быть прохладная вода, вот, кристально-прозрачная, вот, абсолютно чистейшая. Вот. Тоже такое место, ну, как бы, там просто населенных пунктов нету, отелей нету, туда действительно приезжает, либо кого-то там привозят с экскурсии, либо на мотоцикле. Вот, поэтому народу не очень много, приятно, и вода достаточно теплая, чтобы комфортно зависать прям вот долгое время. То есть, там 30-40 минут там плаваешь, кайфуешь, вода теплая, прям здорово. Вот. То есть последний день у меня такое купание было в такой пещере. Какой-нибудь видос там надо. Еще там хамелеоны бегают вокруг этой пещеры. Тоже прикольно. Первый раз видел живого хамелеона. Вот, вокруг бегают хамелеоны. Вот это рынок ночной. Вот такой классный. Местный квас. Мед. Вот. Притом мед у них тоже какой-то вот такой вот особенный, он ближе к горькому, акации, такой терпкий, такой насыщенный. Вот. Естественно, я с собой привезла. Вот. Ну, это местные, там, тоже местные такое. А из чего они, из дерева? Они деревянные, притом дерево у них такое... Ну, я думаю, что у нас это какое-то нереально дорогое дерево. Тиковое дерево. Типа тиковое. Ну, тик это даже подешевле. У них есть какое-то дерево, оно тяжелое, как железо. Вот ты берешь эту маску, и ты даже вот, ну, ты ж не ожидаешь этой тяжести, он тебе дает, и ты прям... Вот такая вот маленькая маска, она там около килограмма, может. Ну, чуть меньше, может, грамм. Ну, понятно, то есть она как металлическая примерно весит. То есть это какое-то специальное дерево, ну... В общем, деревья, отлежавшиеся. То есть, когда дерево мертвое, на побережье, там что-то с солью, с океаном связано, как-то оно там сохраняется, просаливает, что-то с ним происходит. Вот, и, в общем, из вот этих вот старых просоленных океаном деревьев почему-то дерево становится вот таким вот тяжелым, вот, прям вот как металл. Из них тоже делают вот эти маски. Вот. Ну, на самом деле, сувениры там хорошие. Вот, есть что купить, есть что привезти. Вот. Ну, таких товарищей там много. Притом даже бомжи там какие-то приятные. То есть вот у нас бомж это прям бомж, а у них это не бомж, а какой-то он, не знаю, там как, знаете, как есть вот блаженный или там какие-то в Индии там гуру. Ну, то есть он лежит и просто понимаешь, что ну, это его выбор, от него хорошо, ну, он может грязненький, но от него там не воняет, от него не пахнет. Он как-то такой по-своему там какой-то такой, по-бомжовски там прикид у него какой-то. Ну, в общем, даже бомжи там такие хорошие, видимо. Вот. Это мой рюкзак на обратном пути со всеми сувенирами 21 килограмм. Вот. Наталья, а велосипедистов там много попадается? Много тоже, да. Ну, потому что места красивые, вот как вот на мотоцикле приятно едет, также и на велосипеде, мотоциклистов много. Вот. Оказалось, что я не заполнила какую-то бумажку там миграционную, в общем, мне какую-то миграционную бумажку заставили заполнять на вылет, на выезд. Вот эта толпа загоревших русских с многими едут в масочках, да. Вот. Ну, это, я говорю, у меня вот каждую поездку, у меня вот что-то одинаковое. То есть экипировку, берите с собой хорошую экипировку, вот. И в прошлую поездку я, в общем, опоздала на самолет, вот. И в этот раз, в общем, у меня на обратном пути тоже пересадка была эфиопами, вот, пересадка была в Аддис-Абебе, вот, и, ну, есть у меня какое-то такое косячное свойство мозга, что когда страна тебе знакома,
И аэропорт тоже знаком. Возникает какое-то ощущение, ну, вот это вот, ну, когда ты, ну, многие люди боятся... Расслабленности? Да, попущенности. Многие люди боятся опоздать на самолет, поэтому приходят за несколько часов. У меня, наоборот, обратное. То есть я как бы настолько расслабленно себя так вот чувствую, вот, ну, я уже опаздываю несколько раз на самолеты, вот, и, в общем, в Эфиопском аэропорту там есть такой закуточек, там очень удобные лежачие места, а время уже вечернее было, вот, уже где-то там 9-10 часов, уже спать хочется, вот, и я, в общем, такая расслабленная, жду своего времени, у меня там пересадка, самолет в 11 часов, я такая, ага, самолет в 11 часов, и я, короче, ложусь, у меня такая подушечка такая самолетная, хорошая, мягонькая, вот, и с телефончиком сидишь, там что-то болтаешь с ним, да, Wi-Fi есть, хорошо, у меня так в голове крутится 11 часов, вот, тут я ближе к 11 часам думаю, ну, надо ползти примерно в сторону самолета. Тут я беру свой посадочный талон и понимаю, что я, короче, огромный раздолбайка и балбеска, что в 11 часов у меня самолет уже вылетает, а посадка у меня началась уже 40 минут назад, а заканчивается она через 5 минут. Вот. Вот. А закуточек этот в противоположном конце от моего гейта. Вот. Понимаешь, я бегом, вот, хватаю все это, там, эти экипировку, шлем, вот, в общем, такая у меня была пробежка быстрая по аэропорту, вот, короче, я прибегаю, ну, гейт мой уже закрыт, вот, там никого нету, вот. Но на самом деле, по правилам, ну, даже на билетах пишут, то есть гейт закрывается вроде как за 15 минут, вот, и у меня прям вот ровно, точняк, я прям вот даже без 16 минут, вот, то есть я пытаюсь там качать свои права, вот, иду в соседний, говорю, слушайте, какого, ну, как бы время, там, какого там это закрыто, вот, ну, так, они вообще, я пыталась туда на взлетное поле уже там просочиться, они меня, в общем, оттуда выпинали, сказали, не хулиганьте, вот, но вроде так это, я говорю, слушайте, ну вот самолет, вот билет, у меня там время, такие, ну, вы опоздали, я говорю, ну, как я опоздали, самолет стоит, в общем, я там с ними доругалась, они ради меня, автобус этот опять за мной приехал, вот, я уже думаю, фух, пронесло, вот. Автобус провез меня к полосе, самолета нету, самолет отправился на 5 минут раньше, улетел, чем расписание, вот. И я так... Самолет большой? Большой самолет? Ну да, ну в Россию, там, Аддис-Абеба, Россия, Обидно. Москва, да. Вот, обидно. То есть прям вот я ехала, я садилась в автобус, он стоял, я его видела, вот пока вот он меня вез, вот, он вот прям вот несколько минут. Мне это вообще странно, что посадили в автобус и повезли куда-то. Ну, Там же у них по правилам они должны выгрузить багаж и ни в коем случае не пускать. Багаж. Я начинаю вспоминать про багаж, узнаю, что с моим багажом. Они такие, ну ваш багаж, что, ваш багаж в Россию полетел. А серьезно, так можно? Что, так можно было? Ну, так вот, да. У Фёпов можно. По правилам безопасности же наоборот. Вдруг там бомба в багаже. Ну, и да, у Фёпов можно. Вот. И я такая... Вот. Ну, хорошо, что Эфиопия находится... Аддис-Абеба – это город в Африке, находящийся на самой большой высоте. Вот. Там что-то уже 3 или 4, что ли, он реально высокогорный, вот, и там прям дубак, и прям вот хорошо, что я летела в Россию, вот, и, ну, как бы, пока там высаживаешься, все равно хоть какие-то там флиска, у меня что-то с собой теплое было, я думаю, как хорошо, что у меня в ручной кладе какие-то были теплые вещи, поэтому, если бы какой-нибудь там, не знаю, бедный европеец летел в какие-нибудь там Афины, например, там, вот, и у него бы не было теплых вещей, то, ну, как бы, ну, ты там прям замерзнешь, ну, то есть там градусов 15, вот, ну, ночью, соответственно, градусов 10, вот, то есть, если ты летишь в Занзибар в какую-нибудь теплую страну, у тебя там только футболочка, шортики, ну, это же скач, это ты просто замерзнешь, вот. А с экипом не было Проблем? Да, там, Нет, типа, ручная кладь, там все дела, Нет, никто никогда ничего. Вот. Только эфиопы оказались еще более расслаблены, чем танзанийцы. Вот, танзанийцы, у них вот, ну, есть такое свойство, они как бы такие раздолбай, но если их пнуть, они как бы начнут делать. Вот, эфиоп оказался еще более раздолбай. Ну, в общем, ночь уже, там, 12 час, вот. Я иду на эту стойку, там сидит какой-нибудь там, я ему объясняю проблему, что это очень долго, они очень медлительно, они выясняют, берут там и посадочные, все дела, вот, но я захотела, короче, стрясти с них какую-то компенсацию, потому что, ну, формально они не правы, потому что самолет улетел раньше, ну, как бы, то есть я пытаюсь доказать, что, типа, ребята, это ваш косяк. Вот, и я как бы все это там долго там объясняю, все. Он такой, ну да, сейчас будем решать вашу проблему. Идите там посидите куда-то, вот. А спать уже хочется вечером, вот. Сидишь там, а я даже не знала, выпустят меня в город, не выпустят, потому что вообще ковид-тест для Эфиопии нужен. То есть Танзания — это единственная
страна, которых отменила, а у меня никаких тестов нету. Вот, непонятно, выпустят меня, не выпустят, что там вообще там с визой, еще там с чем-то. Вот, они такие, ну, будем решать ваши дела. Вот. Я такая сижу, жду 30-40 минут, час такая, думаю, не, ну что-то уже долго подхожу. Вот, там вообще пустая стойка, вот, уже товарищ ушел, у них, видимо, смена коробки, товарищ ушел. Вот, приходит, как я иду в какой-то там этот вип-лонж, вот, там хотя бы круглосуточно кто-то есть, пытаюсь там как-то это активизировать, говорить, эй, товарищ, я на самолет опоздала. Они такие, да, когда? Я такая, ну я с предыдущего. И, короче, по второму этому, они очень медленно. Такие, ну, мы сейчас позвоним, сейчас кто-нибудь придет. Стою, минут через 20 приходит кто-то, новый какой-то консультант. Вот, говорит, чем я могу вам помочь? Вот такой, еще по одному разу им все это объясняешь. Вот, в общем, потом я уже начала фотографировать их бирки, вот, чтобы как бы докопаться до какого-то определенного человека. Вот, я нашла вот эту свою несчастную жертву, вот, и теперь уже искала там не кого-то какого-то, а мне, пожалуйста, Каудикан Канмишень Дижень, вот мне ее, пожалуйста, она в курсе моей проблемы. Вот. Ну, в общем, в конце концов, я их дожала до того, что они мне оплатили, сказали, что ковид-тест вам не нужен, короче, гуляйте. Вот, стряслась... самое интересное, что, мне же следующий рейс нужен, вот, покупать следующий билет. Вот, я такая, мне нужен следующий билет. Через сколько часов у вас самолет? Я говорю, часов, через 2 дня следующий рейс. Я же в Эфиопии, мне, короче, тусить приходится 2 дня. Вот. Они, в общем, оплатили мне трансфер до города, оплатили гостиницу, 2 ночи проживания у меня было, гостиницу, проживание, питание у меня там полностью все, да, то есть я с них не зря там... Удивительно. Это да, это прям, то есть не зря я там, действительно, я где-то в 4 часу уже заснула, то есть пока они меня там медленно там доставили, там, да, отель неплохой, то есть для Эфиопии это прям вообще, прям шить был. Вот холодно только, потому что, ночью 10, в комнате, соответственно, тоже 10. Понятное дело, что такой вещь, как обогреватель, у них нету. Вот. Да, Эфиопия, она вот помнит еще русско-советскую дружбу. Вот. Короче, эта страна, она намного беднее Танзании. Вот. Намного более, как бы это сказать, неприветливая, то есть привыкаешь, что в Танзании все тебя рады, видеть, то есть все нам помочь хотят. Вот. Аддис-Абеба это такой город, он совсем не для прогулок и совсем не для белых, но все равно что-то 2 дня надо делать. Вот. Я там все-таки какие-то там нашла, там достопримечательности там Эфиопии, там какая-нибудь там. Сейчас, вот, церковь, вот, это главная достопримечательность всей Аддис-Абебы. Так сплошной мусор, да, в городе. Очень грязно, да, очень бедно, очень грязно. Притом я-то думаю, вот это очень прикольно. Они христиане, кстати, вот. Это очень прикольно, эта штука видно на колесиках. Вот, это такая передвижной храм. Вот, такой на колесиках. Вот, то есть куда надо, вот так передвинули. У кого-то эти пункты голосования, да, там спонтанно там на пенечке, а у них молельные. Вот, раз передвинул, вот храм уже здесь. Вот. Но оказалось, что я как раз жила... Я-то думала, что центр города, это, центр города самое безопасное место. Оказалось, нет. Оказалось, что вот район, в котором я жила, ближе к аэропорту, вот, он самый цивильный, самый безопасный. Потому что туристы в Аддис-Абебе, они вообще не заглядывают никогда, белых людей там нету. За 2 дня я увидела одного белого человека, и это они такие: «О, привет, ты тоже здесь, как ты здесь выживаешь?» Вот, то есть это прям такое жесткое такое местечко. Вот. То есть я думала, что центр города самый цивильный, а люди, они обитают вот вокруг аэропорта, есть несколько дорогих отелей, включая мой, вот, и люди обычно приезжают для транзита, то есть они доезжают до аэропорта, и до отеля, и обратно в аэропорт. Вот, по городу никто не гуляет. Вот. Поэтому чем дальше ты двигаешься куда-то от своего отеля погулять, тем там становится как бы все напряжнее. Вот, это еще одна супер достопримечательность, парк. Да, в Аддис-Абебе есть. Вот. Это реально так. Ты смотришь на TripAdvisor, там достопримечательность Аддис-Абебе, там храм, там парк, там фонтан, все, вот, все достопримечательности. Вот. Такие классные большие черепашки. Да. Вот. Но на самом деле все-таки нашла я там интересные вещи. Это тоже один из храмов, он оказался закрыт. Вот. Но, в общем, ко мне привязался какой-то, тоже достопримечательность. Вот. Это у них, так сказать, такой арт-объект, лестница в небеса. Не знаю, как они там это символизируют, вот, но это как бы религиозная тоже такая штука, вот, то есть это там
какая-нибудь там греческая церковь, эфиопской православной церкви в подарок. Арт-объект «Лестница в небеса». Вот. Естественно, что она разрушена, там или чинится, или на вечном ремонте. Там все такое, все разваливается, все там везде стройка, ремонты, вся Аддис-Абеба в этом. Вот, тоже мощная достопримечательность Аддис-Абеба, «Лестница в небеса». Вот. Еще один храм. Вот. Священники очень прикольные. Вот. Здесь меня отловил таки один хелпер, вот, но он прям оказался полезным. Вот этот закрытый храм. В общем, мы нашли хранителя ключа. Вот. Специально для меня этот храм открыли. Вот. Тоже в масочке такой, все по правилам. Вот. Хранитель ключа открыл мне храм, и оказалось, что там, короче, на территории этого храма он закрыт, потому что там идет ремонт. Вот. Пока ремонт, там ни камер, как бы ничего не стоит, вот, но это реально, наверное, одно из самых интересных мест, может, даже вообще во всей Эфиопии. Короче, там находится гробница всей императорской семьи. Вот. Ну, таких вот прям. Вот. Но учитывая, что там была одна я, и мы отправили этого хранителя ключей погулять, вот. То есть это реально трон императрицы. Ну, это, знаете, это как вот посидеть на троне Екатерины II. Вот. То есть ты вот обычно смотришь на такие вещи где-то там за стеклом в музее. Вот. А тут просто идет ремонт, это где-то там в подвале, это в подвале было. То есть мне прям люк открыли, куда-то в подвал спустилась, это там находится на хранении. Вот, и все это можно ходить, трогать. Вот только с собой унести никак. Вот. То есть все вот эти императорские реликвии, короче, на троне можно посидеть, все можно потрогать, все можно полапать. Вот, это там их император Менелик II. Вот. Ну, это что-то типа, не знаю, у них там нашего Ленина. То есть это один из самых почитаемых императоров, это его гробница, его императрицы. Ну, то есть было прям очень атмосферно, классно. И это тоже, кстати, одна из потрясающих вещей. Вот. То есть тоже они так... А вот у нас еще есть, и, в общем, они мне открывают. Это оказался подлинник картины Микеланджело. Вот. Тоже у них есть очень длинная история, какими путями эта картина попала в Эфиопию, в этом храм. Вот. Но тоже вот ты стоишь перед подлинником Микеланджело, вот, и ты можешь его ручками, можешь его трогать. Вот только вот я говорю, только вот в трубочку унести. То есть я так прикинул, какая там стоимость всего этого. Вот. Ну, у них просто ремонт, камеры не работают. Вот тебе там за 500 рублей там это открыли, вот, пожалуйста, ходи, смотри. Вот. Это, конечно, было классно, прикольно. Вот. То есть никого нету, ты вот сиди перед ней, ну, неограниченное количество времени, сколько тебе захочется. Вот я говорю, хоть ручками ее трогай. Вот. Ну и состояние ее так себе, я так понимаю, да? Или это Да фотка не, мне кажется, неудачная? нормально. Мне кажется, хорошее состояние. Мне кажется, для так, ну, как бы, они, по-моему, все в таком состоянии. Состояние нормальное. Ну, Эфиопия еще славится кофе. Вот. Это тоже одна из первых... Родина кофе. Да, это прям родина кофе, да. Вот. Кофе там просто вообще потрясающе. Вот. То есть там есть несколько сортов. Вот. И я говорю, ну, мне, чтобы выбрать, мне, пожалуйста, по маленькие эспрессо каждого сорта сделайте, пожалуйста. Ага. А какой-то такой земляной вкус, очень приятный мне. Он, да, он чем-то похож на, наверное, вот на кубинский, костариканский кофе, но при этом он еще более ароматный. Вот. То есть у меня в вакуумном пакете эта пачка кофе, вот я свой рюкзак открывала уже там в России, у меня просто вот, у меня даже вот ни фруктов, ни специй, ничего, у меня просто этого кофе, этот аромат, это через вакуумный пакет. Открываешь этот пакет, это просто вот запах потрясающий. Кофе действительно прям вообще обалденно потрясающий. И при том он крепкий не за счет того, что они сыпят много кофе, потому что можно сделать крепкий эспрессо, насыпав там, не знаю, полчашки, но не будет того вкуса. То есть он будет слишком кислый какой-то, вот не то. А это именно вот сам сорт кофе очень мощный. То есть они кладут его как обычно, вот. Но, в общем, я вот эти вот несколько эспрессо, я их выпить, слушайте, я их физически не смогла выпить, вот. То есть делаешь несколько глоточков, и у тебя вот так вот это вот цвета яркие, мир другой, восприятие меняется. Кофе мощнейший просто, вот, да, кофейня классная. Вот. Ну, на обратном пути я решила тоже, думаю, что я буду тем же самым маршрутом возвращаться обратно. Вот, обратно я загуляла, видимо, в какие-то совсем неблагоприятные кварталы. Там уже было немножечко, неприятно. Ну, то есть это последнее место... А, нет, это Килиманджаро, это не то. Это последнее место, где я вообще как бы, дальше там фотографии, видео ничего не делала, потому что,
То есть я достала поснимать, и ко мне просто подошел первый прохожий и говорит: слушай, ты как бы... Ну, то есть у них, если есть телефоны, то все-таки кнопочные. То есть смартфоны для них это прям вот, да. Он такой: слушай, ты, говорит, убери этот телефон от греха подальше отсюда, и не доставай, и не снимай. Вот. И действительно, я как бы пошла дальше, вот, и меня начала окружать куча, ну, попрошаек, вот. Ну, то есть это действительно было прям, знаете, вот, ну, на грани уже там орать, звать полицию, потому что они стоят, их много, они перегораживают мне дорогу. То есть прям вот так вот, притом недоброжелательно. Вот. То есть ты как бы, слушайте, ну, мне надо пройти, ты, естественно, начинаешь, ну, немножечко применять силу, но тебе нужно их как-то распихать. То есть уже вот сам момент, что тебе нужно какую-то силу применять, он уже какой-то такой нехороший. Вот, ты их начинаешь распихивать, притом ты чувствуешь, они стоят, и им это не нравится. То есть они начинают тебя так агрессивно, как бы недоброжелательно смотреть. Вот. Некоторые люди пытаются, ну, потрогать. Ну, вот это вот это хвататься за тебя. Вот. И, в общем, я тут уже так побыстрее до отеля. Ну, прям, ну, совсем не... То есть они какие-то там... Был какой-то сумасшедший, который там еще Ну, понятно, они все такие... То есть вот бомжи на Занзибаре, они какие-то такие все равно более-менее, ну, цивилизованные такие, ну, какие-то более приятные. А эти прям вот они все как... Ну, понятно, они все в каких-то там язвах, они пытаются тебя вот этими руками касаться. Они, ну, это прям совсем неприятные. Да, в общем, я так быстрее уже вот в эту свою цивилизованную часть с отелями. Вот, там как бы, да, там уже получше нормально. Вот, так что, ну, спустя 2 дня, вот, лишних мне все-таки удалось вернуться домой, вот, заполучить свой рюкзак благополучно. Вот, ну. Наоборот, все удачно сложилось. Да. Нужно еще было посмотреть. Это, во-первых, к вопросу об исполнении желаний. Я с Занзибара, мне очень не хотелось уезжать. Я на самом деле еще меняла билеты. То есть у меня же там было как бы, ну вот мотосафари, я же тогда меняла билеты. А на Занзибаре-то тоже хочется побыть. У меня должно было быть всего 2 или 3 дня. Ну, как бы мало, вот. Поэтому я меняла еще раз билеты, ну, на несколько, ну, как бы там, продлевала на несколько дней. Вот. И все равно я так уезжаю, иду опять так, ну, уезжать все равно не хочется, деньги еще все не закончились. Я прихожу к этим эфирам: поменяйте мне, пожалуйста, еще на пару дней билет. Они такие: ну, нет, вы уже совсем, мадам, обнаглели. Вот, не поменяем на этот раз, вот. Но опять же, мое желание это, видимо, сбылось. То есть мне хотелось 2 лишних дня побыть. Вот я побыла 2 лишних дня, ну, только... А что, билеты бесплатно удалось поменять? После того поздания? Эфиопия классная в этом плане, да. Первый раз удалось бесплатно поменять билеты. То есть, да, они вообще свободно поменяли. И тоже интересное совпадение с Игорем Лысенковым. Вот, он там лазим в сумке Килиманджаро, там какие-то там, ну, ему горы интересно исследовать. Вот, и, в общем, тот рейс, на который я в итоге улетела, оказалось, что он этим рейсом тоже летит домой в Москву, мы с ним вместе обратно летели. Вот. Ну, собственно, все, наверное. Что-нибудь еще, какие-нибудь вопросы остались, нет? Да, что-то у меня были какие-то вопросы. Сейчас я посмотрю. По ходу дела я уже все задал. Ну, я хотел бы уточнить еще раз ситуацию с ковидом прививкой в Турции, прям по полочкам. Сейчас, в данный момент. Ну, вот как оно было, то есть, потому что у меня какая-то немножко другая информация, что там все гораздо проще с этим ковидом. Вообще, какие требования формально есть? Оно очень быстро меняется. Там как получилось? Турцию открыли, вот, сказали, что все, летите, тест типа там на месте какой-нибудь там сделайте, и это. А потом начинается постепенно закручивание гайки. То есть люди уже купили билеты, там, купили путевки, вот, и тут они начинают потихоньку закручивать гайки. Вот. То есть вот на момент, когда я летала, требовался для посадки на самолет, требуется ковид-тест 72-часовой. На посадке самолет куда? В Турцию? И вообще, и в Турцию, и турецкими авиалиниями. Если ты летишь турецкими авиалиниями, все равно. В Стамбул ты прилетел, из Стамбула ты вылетаешь, вот все равно. То есть вот турецкие авиалинии, вот, для, ну, понятно, что это если ты в Турцию летишь, в какую-то страну, вот, ну и просто если у тебя там пересадка там или еще что-то, тебе нужен 72 часа ковид-тест. То есть по факту, если я лечу, допустим, в Турцию, мне надо сдать 2 теста, когда я туда и когда обратно? Получается, что да. Да, и туда, и обратно. И обратно он может не сделаться, потому что... Нет, турки, они это не танзанийцы. Турки, они нормально. Они быстро, все, они там и экспресс, на месте, за 1-2 дня. Вот, у них нормально.
Вот. Это вот проблема тем, кто летит, например, турками на Занзибар. Мгм, Вот. мгм. То есть турки-то по себе ориентируются, что за 72 часа, тест, это там 2 дня, это обычная как бы практика. Они же не учитывают танзанийские реалии. Вот. А в Танзании реалии другие. Мгм. И люди как бы купили билеты, сделали тест, вот, поехали на Занзибар, греются себе, там, радуются, в море купаются, думают, надо бы ковид-тест сделать. И тут какой-нибудь местный как бы там хоспитал говорят, нам нужно сделать ковид-тест. Да, там, через неделю, может, будет. Вот так вот. А как с визами в Танзании, Занзибар? оформлять что-то? Виза Танзании шлепается $50 на месте по прилету в аэропорту. Эфиопия то же самое. Виза $50 тоже на месте в аэропорту. А заранее можно сделать? Можно заранее. Просто я знаю, что вот куда-то там летели, неважно, что $20 на месте в аэропорту, а вот если через посольство в Москве, то там типа $2 доллара. Они танзанийцы жадные, ленивые, они много денег хотят. У них одинаковая цена, все равно, хоть ты заранее делаешь, хоть на месте, поэтому кто-то делает заранее, но смысла в этом вообще никакого нету. Вот, потому что, у них это как бы формальная процедура сотрясания с тебя денег, вот, поэтому там даже, просто идешь в окошечко, даешь $50, там что-то тебе там шлепают. По-моему, даже сейчас визу не вклеивают. Раньше, я помню, там хотя бы визу вклеивали, вот, с голограммой, красивая. Сейчас они просто ставят тебе визной штамп и дают какую-то бумажку, что ты оплатил визу. Все, они даже уже визу. Дорогая виза. $50. Да, Так, да, не очень даже. Относительно других стран. Да. Так, средняя. 20 обычно как-то всё. 20-30 там как-то, да, вот. $50. Такие их реалии. С европейцев нужно, чтобы европейцы платили очень много за все. Еще вопрос, я его уже задавал, но еще раз. Насколько реально в Танзании не брать мотоцикл, а приехать его, купить и отправить куда-то путешествовать уже там, на своем? Надо узнавать, что с покупкой мотоцикла на иностранца. Вот. А новые-то не продают? Есть новые. Нет, есть новые. В крупных городах, в столице есть, да. Вот если поехать в Дар-эс-Салам, то что-то новенькое можно купить, да. А как там цены вообще? На такую технику. Понятное дело, что аренда, она всегда стоит очень дорого, а вот... Но мы смотрели, Денис Викторович, как там с ценами написано с России? Примерно так же? На да? тех сайтах, на которые удалось залезть, цены достаточно небольшие. Но насколько они реальные, сложно сказать. Нет, вот это новая Африка Твин, скорее всего, это было какой-то развод. Да, вряд ли. возможно, Потому что да. какая-то цена Потому стояла что- чуть ли не там 250 или там 1000, Не, что ли, понятно, если за Африку Твин 2019 года. Нет, слишком хорошо было. ты едешь куда-то там попутешествовать, вот так вот поесть, наверное, ты не Африку ты будешь покупать, а какой-нибудь такой вот тырчик. Да, какой-нибудь такой вот красачок, только хорошо бы все-таки японские, а не китайские. Да. Нет, в принципе, на эти можно. А что можно без прав ездить? Мопедики без прав можно там ездить? Тоже надо узнавать, какие у них. Но, в принципе, права, они... у меня вот права спрашивали, когда у меня была вот эта подстава с Нет, гаишниками, они меня спросили права, и все. Наталья Юрьевна, по-моему, там какую-то лицензию выписывали. Я делала, да. То есть местные права нужны. местные права как бы Это на делали Занзибаре. за какую-то денежку. И вот. Но это на То есть Занзибаре, в То же Танзании самое у меня вообще вот, ничего. когда по Шри-Ланке я ездил, по большому счету они ни разу мне не потребовались, но у меня тоже это было, притом даже не в распечатанном виде, а в электронном мне прислали на почту для того, чтобы что я там показал там на телефоне. Типа, Это здесь зависит меня- от прокатной конторы. То есть я думаю, что ездить-то без прав можно, пока тебя не остановят, вот. А на Занзибаре просто там условия. То есть тебе дают мотоцикл, вот, при наличии местных прав. Понятно, что местные права, они же сами тебе там делают за небольшие, там, те же самые там $10, вот, но формально они хотят у тебя это все видеть, чтобы там было это. Но меня когда на Занзибаре останавливали, он меня спросил права, я дала свои обычные, вот. И он не домотался. Он не домотался, я такой, слушай, смотри, а у меня еще вот это есть. О, какой ты хороший, у тебя даже местные есть. Я думаю, не такие бы прокатили. Вот. Их интересует просто денежка. Ну, Вот. понятно, Поэтому они да. останавливают, они даже документы особо не спрашивают, их документы не интересуют. Вот. Им нужно садиться, трясти за какое-нибудь там нарушение. По впечатлениям, ты уже про это говорил, но еще раз, насколько все-таки кажется в Танзании безопасно там путешествовать, ездить? То есть, судя по рассказу, наибольшую опасность представляют менты.
Да, да, наибольшая опасность это менты. Вот это вот реально как бы да, проблема опасность, да. По поводу вообще общей безопасности, просто есть какие-то. Ну, для русского человека это более понимаемо. То есть вот европейцы, я понимаю, вот Карину, вот мы ее как бы таскали, брали там с собой всюду, она боится даже на улицу. Вот. Ну, понятное дело, что да, там есть какие-то карманники. Слушай, ну как бы я тоже вот вспоминаю, что там Россию 90-х, у нас тоже там постоянно там в метро, где-то там в автобусе, где нам подрезали деньги. То есть ты понимаешь, что деньги не нужно носить в рюкзаке за спиной, да? Вот. То есть если у тебя деньги в рюкзаке, ты переворачиваешь рюкзак спереди. Все, как бы, ну, простая какая-то там безопасность. Вот. Вечером на улице, ну да, наверное, в каких-то районах по атмосфере, ну как-то так, может, напряжно человек себя чувствовать, но просто я так представляю, например, какие-нибудь там мытищи, вот, ночью, вот, да, нет, то же самое, ты также будешь там какие-нибудь там раз, какие-то там пустая улица, ой, какие-то хачики идут. Это, ну, это как бы по степени примерно то же самое, вот, как какой-нибудь там Верлёв или там мытищи наши, вот. То есть я думаю, для европейцев вот этот вот уровень как бы вот этого вот тревожности вот в этих вот районах, он высокий, да, они реально боятся, вот, а для русского человека, ну, он сравним с какими-то российскими реалиями, поэтому абсолютно нормально. Наталья, вот когда я опоздала на самолет, тебя выпустили в город, получается, визу ты взяла? Да. 50 долларов. Да, так и да. Но мне тоже оплатила авиакомпания. Я с них по полной все стрясла. Они мне оплатили визу. Это надо уметь. Да, это они мне надо оплатили уметь. визу, они мне оплатили трансфер до отеля. И Они обратный оплатили. билет. Нет, билет я все-таки покупала сама, По случаю. но не за полную стоимость, Мгм. потому что все равно я как бы настояла, что нет, ребят, я не опоздала. Я как бы. То есть у меня была замена билета, которая мне обошлась в $200. Вот так вот. Вот, то есть у меня была замена билета, я платила за сам билет. Вот. А так трехразовое питание, проживание, все. А до этого ты была в Эфиопии? Нет, в Эфиопии нет. Очень экзотическая страна, Очень, да. много чего можно поглядеть. Африка вся хорошая, классная, экзотическая. И Игорь мне очень много, пока мы с ним там гуляли, он мне про Западную Африку рассказывал. А я не как сначала, кто такой Игорь? Кто он? Ой, Игорь Лысенков – это мой друг, вот, которых, в общем, мы с ним встретились 5 лет назад, я тоже была в Танзании, вот, и мы с ним встретились просто случайно, так сказать, на улице, вот, такая случайно была встреча, вот. И очень интересно, что в этот раз в том же самом месте, в Танзании, тоже вот в городе, мы с ним случайно пересеклись Он второй одинокий раз. путешественник. Да, да. Он именно фанат Африки, он там объездил, по-моему, раз, ну, не знаю, там десяток стран, наверное, разных африканских, вот. По стране обычно ездит месяца 2-3, вот, то есть он, да, он прям такой фанат Африки, ездит там очень много, вот. С ним просто у нас постоянно, говорю, получается вот эти прикольные такой, то состыкает. Еще на обратном пути на самолете за счет этого опоздания с ним вместе летели. Вот, очень прикольно. Какие планы теперь? Ближайший план, Ближайший. ближайшая поездка, это вообще Непал-Бутан планировалось, вот, но сейчас как бы, она вообще планировалась даже, можно сказать, в этом году, вот, ну, просто, понятное дело, пандемия, ну, свои коррекции вносит, вот, теперь просто ждем, пока границы откроют, Непал уже открылся, вот, ну, ждем, когда Бутан откроется. Тоже на мотоцикле? Да, там тоже на мотоцикле. У нас вот Костик там где-то ездил. А где? Катманду, Муктина. А, Тоже там арендовали а кроссовки. севернее Муктинах не туда по этот Мустанг все не поехали? А Мустанг там какая-то большая плата за объезд, Да. там что-то около Там, 500 долларов. Мы туда больше. даже не рискнули. Боль, там чуть ли не 250 уже за пермит на въезд. Вот, он очень дорогой, да. Вот она не поехали. В Бутан как с туром или своим ходом? А там только с туром, там иначе никак, да. То есть Бутан сейчас это классная страна, действительно, вот, ну, как, есть страны интересные для туризма, да, там, ну, много народу, все, тебе там комфортный отель, там, море, еда хорошая, там, погреть, покупаться, все хорошо. А есть вот, ну, места интересные именно для путешествия, то есть, когда действительно ты вот сталкиваешься с чем-то такой, с абсолютно, ну, другим типом мышления, с другой культурой, с чем-то очень таким аутентичным, то есть, вот что-то, что не имело контакта с, ну, понятно, что мы сейчас живем во время глобализации, вот, и вот Бутан, он пока вот держит себя там, ну, там нету Макдональдсов, вот, там не смотрит телевизор, там, ну, то есть это действительно интересно для путешествия место, вот, но оно удерживается таким исключительно из-за тоже дорогой стоимости, вот. Во-первых, она открылась вообще недавно, по-моему, в 2008 или 2009, или 2006, или 2009, ну, где-то вот так вот, это точно не буду, не помню, она, в принципе, вообще открылась для туристов. Вообще. То есть вот первый белый человек поехал в Бутан там, в 2008 году, условно говоря. Вот.
То есть эта страна, она, ну, не знаю, как древняя Япония. Вот, то есть она вот это высоко в горах, вот, она живет абсолютно отъединенно. Вот, при этом она, ну, она не бедная, не дикая страна азиатская. Вот, у них монархия, там правит король, вот. И король такой достаточно мудрый монах. Вот, идеология Бутана – это счастье. Вот, в принципе, у них вот у каждой страны есть какая-то государственная идеология, да, у кого-то там милитаристическая, там, имперская, там, как у нас, у кого-то там общество, там, потребление, деньги, там, Америка, например, вот есть какая-то вот главная идеология, вот у них реально, у них счастье – это национальная идеология, вот. И вот у них вот как бы образ жизни, все, там вот все социальные, все государства, все вот эти вот институты, они заточены на то, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Вот. Несмотря на то, что там, может, не такая богатая, да, и это очень круто, и действительно люди говорят, что это просто вот, ну, это нечто. То есть, ну, преступность, воровство, там нулевой уровень, вот. То есть люди, они не имеют замков, не закрывают двери, никто не ворует, ну а зачем? Все счастливы. Вот. Ну, в общем, говорят, что стоит есть. Пока ее не открыли для массового туризма, надо ехать. А в Танзании насколько вероятность ограбления в городах? Такого прямого ограбления? Типа давай деньги, давай все. Прямого ограбления? Да. Не, очень низко. Я был вот в Намибии, там проблема в городах. Могут, да, так вот, поставить нож, сказать, давай. Очень быстро, я говорю, президент Танзании, он реально такой мудрый, грамотный товарищ. Вот 5 лет назад, когда я там была, там, да, там грабили прям вот всех. То есть, условно говоря, вот, ну, человек, с которым я ездила, мой напарник, вот, она подверглась ограблению, притом в официальном такси. Вот, она путешествует с дочкой своей маленькой, вот. Они сели в официальное такси с номером, с лицензией. Вот, это такси въезжает в какой-то там закуточек, дверь открывается, справа, слева сидят 2 акбала, и с рукоприкладством, она там с фингалом, со всеми делами, да. Все деньги сняли, с ножом пошли к банкомату, заставили все деньги с карты снять, ну, да, там сурово было. Вот, еще одного знакомого, то есть мы с ним не вместе, но он там через несколько лет путешествовал, но он технику светил, он любит фотограф, у него хорошие фотографии, он большой дорогой фотоаппарат вот так вот на груди вот так вот носил. Да. Вот, все, нет фотоаппарата. Вот. Нет, вот 5 лет прошло, говорят, что все, таких случаев больше нету, как-то там все это, ну, в общем, как бы налаживается. В общем, Танзания И в молодцы. Занзибаре то же самое, да? В Занзибаре то же самое. Нет, Занзибар чуть-чуть побогаче, там чуть-чуть получше. Там не так, там не так криминально. Вот. Ну, как, не так криминально. Вот тот район Стоунтауна, в который я жила, вот, среди вот европейцев считается криминальным местом. И даже вот, ну, в отзывах об отеле, который я бронировала, там прям было написано, там есть плюсы и минусы на Booking. Вот, прям минус, типа страшно было ночью там ходить вокруг отеля. Я не знаю, что им там страшно было, мне не страшно было. Вот. Ну, то есть там как-то восприятие наше европейское, оно все-таки отличается. Вот. Но радует то, что становится прям лучше, то есть какие-то перемены к лучшему постоянно происходят, вот, президент что-то меняет, вот, то есть сейчас вот такого вот беспорядка, что прям вот технику, вот это, ну, сейчас, говорят, нету. Вот. То есть осталось, карманники остались, но в основном это, ну, понятно, рынки, это общественный транспорт, какая-то вот эта вот овощина, вот. Так вот, чтобы откровенно грабить, говорят, уже нет. Еще вопрос по поводу медицины и медицинской страховки. Насколько, во-первых, платы страховку насчет нет? медицины сейчас я расскажу. Страховку делают, притом в этот раз я сделала даже страховку с мотоциклом. Обычно это, ну, как бы не любят страховать, вот. То есть у меня даже Почему там... не любят? Всегда Потому что делают. это и повышенная опасность, а все, что связано с повышенной опасностью, страховые не любят с этим связать. То есть любой экстремальный спорт, рафтинг, или ты, если говоришь, что там... Что страхуют с удовольствием, только другие деньги. Ну, так я говорю, только за другие деньги, да. Вот в этот раз прям, ну, там разница что-то на 100 или на 200 рублей всего, там какая-то небольшая была. У меня была страховка и с ковидом включенным, и с мотоциклом включенным, полная страховка, все нормально. Вот. По поводу медицины, плохо у них там с медициной. Вот. Предыдущий раз, когда у меня тогда не было страховки, вот, предыдущий раз у меня на Занзибаре, случилось со мной как раз вот в отеле, случилась неприятность, я... вешал москитную сетку, вот, а в бунгало не было кондиционера, там был вентилятор. Вот, а вентилятор, он близко к сетке, вот, вентилятор работал, я вешал сетку, и у меня палец так, вот, ну, серьезно так, полногтя, так, с пальчиком, вот, все это, вот. Ну, я как бы думаю, ну, что, я селадок портить буду, я там все это зеленочки там залила, там забинтовала сама, радостная хожу, вот, через несколько дней все это у меня адово воспалилось, вот, я не могла ходить.
потому что боль была такая, что даже вот, ну, вот движение, ну, даже шаг, он вызывал такую резко пульсирующую боль, я не могла ходить, я только лежала вот так вот с этим пальчиком, вот, ну, в общем, как бы ситуация уже совсем была как бы такая, ну, то есть, ну, все уже, ну, критическая, то есть ты двигаться не можешь, вот, мне там хозяйка отеля, она прям супчики мне там приносила, кормила меня, то есть я могла только лежать, вот, ну, я решила обратиться к медицинской помощи. Только вот. тогда. Только в этот момент Это решил. только в этот момент я решила, да, вот, это нужно видеть, у меня тоже там есть фотографии, вот, ну, то есть Занзибар, это все, ну, то есть это деревенька, вот, ну, какая там деревенька, у них в Африке может быть медицина, то есть ты заходишь и смотришь, что это больше похоже на какой-то барак. Вот. То есть там такой, ну, грязный засальный, это такая койка, там такая с желтой такой засальной простыней, вот, ну, там что-то там стоит, и, ну, такой негр, типа врач, там, ну, естественно, там, без перчаток, без всяких белых халатов, вот, просто там, я нам врач. Я такая, ну, вот такая вот ерунда. Ну, такой, ну, да, там, загноение, воспаление, надо там это там прочищать. Вот, я такая, вот. Обезболивающих, естественно, у них там особо нету. Вот, что-то они мне вкололи, но это не обезболивание было, а вот как раз противовоспалительный. Вот. Притом берет без перчаток, берет ампулу, вот, она у него не открывается, он берет вот этой засаленной салфеточкой, так, тампу. Вот, я уже как бы там приготовила, что будет больно, но думаю, главное, чтобы заразу не занесли. Вот, сделали мне укол, вот, без, ну, со мной вот эта хозяйка отеля, она классная, она со мной поехала, вот, естественно, было очень больно, я там вся ору, в слезах, в соплях, она меня там утешает, там все дела, ну ничего, вроде вычистили, вот, то тоже по поводу уровня медицины, дает мне какую-то штучку, вот так вот раз на ватку и промокнул. Вот. Ну, я просто спрашиваю, что это такое. Когда вот перекись водорода. То есть это у нас вот так вот заливают перекись водорода, а у них это дорогое лекарство. У них вот так вот на ваточку и вот так вот ваточкой промокнул. У них перекись так пользуется. Вот. Поэтому я такая сразу смекнула. Это говорю, не-не-не-не. Говорю, сколько стоит пузырек? Я бы давай пузырек покупаю, ты мне давай там по-нормальному сделай. Вот. Но справедливости надо сказать, что заразу не занесли. Вот. Ну, все нормально, только больно было, а так сделали нормально. Вот. Я даже купалась потом, еще несколько дней уже. Вот. Но лучше, конечно, там ничего не болеть. Вот. Кто-то из туристов рассказывал, что когда было плохо с зубом, вот, он покупал билеты, эвакуировался к себе домой, то есть там, это вот что касается там каких-то вот этих, ладно уж там, ну все равно это как бы там более примитивная операция, вот. А если там, не дай бог, что-то там хирургическое там, или там вот эта стоматология, не, люди, они улетают домой, вот, там с этим делом плохо. Ну что, все? Если вопросов больше нет. Всем спасибо, что досидели. Очень интересно, спасибо. Спасибо. Это мне в прошлый раз, меня тут попрекали, что в прошлый раз про Перу я рассказывала больше 6 часов, и народ тут уже. Вот, я вот этот раз старалась очень быстро. Перу тоже был на мотоциклах? Нет, в Перу без мотоцикла еще был. Вот. По-моему, в Перу... Не, права были, но тогда я не... опыта путешествия не было. Вот, поэтому... То есть у меня сначала первый... Если кратко, так, где было путешествие в Перу? По Перу? Да. Ой, очень много где. Я в Перу 3 раза была. Первый раз месяц, второй 1,5 месяца, третий раз 2 месяца. Вот, ну, много где. Амазонка, север. Притом, ну, как бы понятно, там дорог туда нету. Вот. Туда все летят самолетом и обратно. Вот. Может, там джунгли и река, и все. Вот. А мне интересно было, что у меня там было приключение. В общем, дорога у меня была по Амазонке. Вот. И я вот сплавлялась по всей Амазонке несколько дней. Вот. И там уже доплывала до того места, где есть дорога, там ехала. В общем, я весь север, вот, Чичи-пояс, побережье, туда, океан, ну, Куско, вокруг Куско, Титика, ну, короче, в Перу я познала. То ли в Перу, то ли в Боливии, я помню, где-то есть рынок шаманский. Да, есть такой шаманский Просто рынок. ты говорил про эти самые, про какие-то амулеты, я вспомнил про вот этот рынок ведьм. Он классный, мне нравится, я тут много всего привозила, даже как-то один раз проводила. Травяной. Я там купил мумию зародыша ламы. Мумия зародыша, ой, ну это какая-то классика, да, я тоже мумию зародыша ламы привозила. Мелисса и... Мне потом мама открывает, чуть я не про это рассказывал, там такой гробик, там типа шерсть этой ламы и это зародыш. Она открывает и перепугалась. Ну, для этого в основном народ покупает, чтобы кого-нибудь задавить, кого-нибудь попугать зародышем ламы. По Перу, наверное, здорово было на мотоциклах. Да, там, наверное, тоже классно, да. Все эти горные перевалы и так далее.
Там, наверное, только менее комфортно из-за температуры погоды. Ну, постоянно перепады температуры. Ну, даже просто холодно. Там в Куско, по-моему, там... Ну, там вниз спускаешься, жара вверх на привал поднимаешься. Да. Вот. Не, а Куско там вообще, в принципе, на высоте, ты там не спустишься, то есть если ты в Куско заехал, то там мерзнешь постоянно. Там, наверное, роллеры катаются. да. Плюс дожди тоже часто бывают. То есть дожди холодно, наверное, только из-за этого не очень комфортно. А так да, там. Ну, туда, я думаю, тоже на мотоцикле заеду, поеду. Потому что мне вообще Латинская Америка нравится. Вот, а сейчас еще можно будет приехать. А, еще про страхи в Африке, про всяких, почему про инсу спросил, про всяких паразитов, которые в ноге растут, из лба вылезают, там вот этого ничего. Ну, нет, из лба единственная самая большая опасность это малярия. Это реальность прям. А прививка от малярии, там что-то такое еще есть, нет? Ее нету. Нет, ее нет еще. Да. Вот, только таблетки. А, таблетки от малярии все-таки. Да, они так, конечно. Ну, это Их надо постоянно глотать или что? Ну, есть два варианта. Кто-то для профилактики, ну, глотать заранее, по-моему, там раз или в неделю, или 2 раза в неделю. Вот. Но, слушай, ну, печень, она одна у человека, да, она мне очень дорога. Вот. Я никогда не голодала, многие люди просто для профилактики. Слушай, я не советую, это очень вредные говорят. Вредные? Да, там печень сажается очень У меня быстро. знакомый, во-первых, в Южной Америке гепатит Б себе заработал. А во-вторых, они там по джунглям ходили, и у него мухи поселились, соответственно, в ноге. Но быстро он спохватился и избавился Все от эти них. вот экзотические болезни, они нам кажутся страшными, потому что они экзотические. То есть, мне кажется, вот африканец точно так же там какой-нибудь грипп может там бояться, потому что там его у них нету. То есть, у них какие-то местные болезни, но при этом они там, ну, как бы они там давно, они знают, как лечить. Вот. То есть для тебя это ужас, потому что это экзотическая болезнь, ты с ней никогда не имел дела, не знаешь, как лечить. А там, ну, та же малярия, ну, я, например, вообще не боюсь малярии. Ну, господи, ну, заболел, ну, попил таблетки. Надо просто как бы, ну, вовремя начать эти таблетки пить, ну, все нормально будет. Вот, у меня знакомый болел, у меня есть вообще знакомый, который путешествовал по Африке, он, кстати, тоже здесь выступал однажды, Гриш Кубатьян. Вот, он привез из Африки 5 болезней. Он одновременно заболел малярией, дизентерией, кишечной палочкой, какая-то лихорадка, недонгет, какая-то другая, какая-то еще 5. 5 одновременно. Вот, его, в общем, срочно эвакуировали, он в Питер, его срочно эвакуировали в Питер. Вот. И он говорит, лечусь, я к нему, а это же такие редкие болезни, вот, это на самом деле очень уникальный медицинский наглядный пример, вот. И к нему, говорит, надоели, только, говорит, заснул, к нему водили группы из медуниверситета студентов, чтобы, так сказать, как наглядное пособие, пока не умер, вот, посмотрите, симптомы малярии, к нему толпами водили студентов из медвузов. А я говорил, такой чудник известный, Снеценков Владимир. Он там по Африке путешествовал аж с семьей даже, с детьми. И он спокойно к малярии относится. Абсолютно нормально, с детьми ездить. И к малярии, Ну, это, видимо, все-таки в Танзании нормально, а все, что в остальных там... Есть страны, где хуже, конечно. Танзания, там есть несколько в Африке, ну, не считая Египет, Египет вообще как бы Африка не считается, это другое. Вот, есть Марокко, Кения, Танзания, ЮАР. Это прям вот, ну, это, ну, такие страны, где, комфортно, туристически, более-менее нормально. Вот, дальше там следует, там, это Руанда, Ботсвана, там, как бы, там, чуть похуже. Вот, есть страны Западной Африки, вроде, там, Чада, например, вот, Гана, Чад, вот это вот, там уже, Ну, всякая Руанда, мне кажется, тоже очень стрёмная. Просто... Ну, не такая стрёмная, как Чад. Руанда получше. То есть там есть вот эти вот степени цивильности. Ну вот Игорь, например, он очень много ездил по Западной Африке, вот, и говорит, что нет, есть какая-то его любимая страна, забыла. Ну, в общем, он говорит, что есть страны, которые бедные, но при этом они очень, они не криминальные. Вот. И там, говорит, в хорошем смысле совок. Вот. Там нету белых, поэтому любого белого человека тебя там просто радостно встречают, тебя в гости домой зовут, почуют, накормят и спать оставят, потому что вот ты гость, ты редкий человек, ты белый человек. Вот. То есть они бедные, но при этом, по-своему цивилизованные, выстроенный, там образ жизни, вот, и очень доброжелательные и гостеприимные. Вот. Он говорит, что прям одно счастье там ездить. Вот. Но есть просто люди, которые привыкли чтобы еда вкусная была, вот мне, пожалуйста, там лососы под соусом терияки. Понятное дело, что им там будет некомфортно. Вот, наверное, многим. Вот люди, с которыми я общалась после сафари, вот, не особо путешественники, просто так, это деньги есть, покатайте меня, животных покажите. Вот, мы с ним общались, но он говорит, что это, для кого-то даже Танзания жизнь.
То есть вот человек, но притом он был тоже в Латинской по Америке, и по Перу ездил, вот. Ну, такой, ну, богатый путешествие. Ну, деньги есть, ездит, путешествует. То есть страны такие не совсем туристические, попсовые, вот. Но вот он говорит, что Танзания для меня это был пока самый трэш. Из всех стран, В чем где трэш? бывал. В еде или в чем? Ну, в раздолбайстве в первую очередь. Ну. Да.